Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, а еще долгие стримы. На один из этих стримов вы и попали. Обычно у нас стримы, конечно же, тематические. Сегодня тема проста. 10 причин купить наушники Bluetooth с ценой до $19. Качество фактически у вас будет точно такое же, но опять же это мое субъективное мнение. Сейчас я постараюсь вам это доказать. Возможно, не докажу, но надеюсь на это. Вот. С чего бы я хотел начать сегодня? Во-первых, пунктов будет не 10, а чуть-чуть больше. 10, скажем так, для красивого словца. Намного лучше, когда пунктов больше и причин больше купить что-то подешевле, чем пунктов меньше. Я думаю, вы со мной согласитесь. Всем еще раз привет. И здесь лежат, в принципе, наушники, которые вот просто похватал руками по дому. Почему некоторые модели лежат, сейчас поясню, перед тем, как начать. Funkel, потому что их реально купить до 20-ки. Все QCY реально купить до $20. Это в районе 1200 рублей. Тронсмарты вообще народ умудрялся за 900 рублей покупать. То есть это вообще не 19. Те же T5 были по 1500, были по 6000, кому как повезет. Blitzwolf 4 на диких сейлах то же самое были до $20, но это кому нереально повезло. И T3, которые они советуют, то есть все гибриды, об этом я скажу позже. А разновидности наушников и какие, по моему мнению, совсем покупать не стоит. Но опять же, это мое мнение. Если вы его не разделяете, мы с вами об этом подискутируем. Для этого стрим и нужен. Дальше у нас идут уже, я говорил, фанклы, что еще? Еще QCY. И вот здесь 4 пары. Тиса. Это i5, я на них до сих пор не сделал обзор, но они уже у меня просто в хламовом состоянии. Я их заносил, но они работают. Работают исправно, и мне они очень нравятся. Вот внешний вид, видите какой, а корпус вот уже такой. Кьюшки, которые мне пришли с браком, которые не работали, на них обзора на канале не было. И у них тоже есть смысл, по какой причине они здесь лежат. Они лежат здесь не просто так, а для того, чтобы я... В принципе, постарался донести до вас свою мысль, что вот эти вот все уши, пусть эти стоят там 4000, эти стоят десятку, эти стоят около 5, эти стоят 8, они, если у вас это первые беспроводные наушники, вот эти вот вещи своих денег не стоят. Они говорят о том, что у вас есть деньги, они чуть-чуть, может быть, где-то красивее, чем вот эти наушники, их намного проще купить, потому что вышли из дома и купили себе за десятку Samsung, но это не значит, что они лучше, притом лучше во всем. И сейчас начнем. Нас уже 130 человек, не забываем прожать лайк. И напоминаю, что канал без мата, без хамства. Хотите матиться либо хамить, у меня есть в описании к видео мой контакт, Facebook, телега, пишите везде, что хотите, это раз. А два, сразу в описании к видео есть несколько пар наушников до $20, которые реально купить на распродажах. Ссылки на обзоры, не на сами наушники, а на обзоры в описании к видео. И последний мой топ наушников, там не только по $20, есть и дороже, он в прикрепленном комментарии. Теперь начнем. Первое, что бы я хотел сказать, это пластик. Мы достаем из широких штанин и не из широких. Допустим, вот наушники у нас, это Samsung Galaxy Buds. И достаем великолепные наши Funkel i. Ну, не Funkel i, а Funkel W1. Funkel i стоит дороже, и поэтому W1 стоит всегда в районе $20. Тактильно, внешне, еще как-то, ну, не лучше вот этот пластик. Он может быть дороже, но вы реально понимаете, что из тех же наушников за $19, вот за пластик, за весь этот пластик Samsung заплатил, ну, $1-1,5. Но это предел. Пластик ничего не стоит. Это не драгоценный металл. Значит, из-за пластика и из-за внешнего вида, вот, допустим, хватаем мы те же, сейчас 5 секунд, мифовские ушки Мифа OU7. Вот эти Мифа OU5, Мифа OU7. Мы видим такие, это металл. Это не металл, это тот же пластик. Единственное, на что они раскошелились, это на корпус из металла. Но, откровенно говоря, разве металл дорого стоит? Это что? Опять, это даже не медь. То есть это просто железо, феррум. То же самое в Мифа OU5. У нас корпус металлический, а сами ушки у нас что? Правильно, из пластика. Просто с такой вот краской. Летим дальше. Допустим, Xiaomi, вот у этих ушей, вообще пластик ужасный. И, ну, не ужасный, но он точно не стоит своих денег. Поэтому пластик и пластик. Пластик везде, в принципе, одинаковый, что за $19, что за $200. Понятно, что есть он не особо фонтанный. Вот, допустим, мне он не нравился на QCY T5.
Вот на QCY T5 они выглядят убого, пластик. Либо на Blitzwolf'ах, ну так, неплохо выглядит, но не сказать, что, ну, не сравнить, допустим, с теми же Самсунгами. С другой стороны, и по тактильным ощущениям, и внешне, с другой стороны, как я уже показал, в фанклах пластик ничуть не хуже. Летим дальше. У нас есть благополучно сейчас еще первый пункт закрыли. Это материалы. Материалы, которые они используют, даже в 20 долларов ушах, они норм. Притом, нет, Saleable стоит 30 долларов. Я сейчас все говорю, говорю только о вещах, которые стоят до 1300 рублей, допустим так. При том, что логично, чтобы вы понимали, никакие такие супер космически вкусные цены, вот, допустим, про транспорт я говорил, за 900 рублей человек купил, только на распродажах. Все это, что дешевое, что на дорогое практически не бывает на распродажах скидки. То есть, допустим, когда уши стоят 170 баксов, вы читаете купон, допустим, 145, но будет еще скидка процент, ну, долларов 10. А когда вы покупаете те же Трансморты, они могут стоить и 2500, реально их купить за 900, потому что они пытаются ухватить долю свою в рынке, они понимают, что аналогичных, допустим, QCY, Фанклов, Тиса, их море, им просто необходимо продать. Им, вот они сделали, им новую модель нужно продавать, и они от старой избавляются. И хотя бы расширяют свою аудиторию. Вы купите одни Трансморт, через год вы купите другие, в подарок вы еще купите. Ну, как работает маркетинг, мы все прекрасно знаем. Просто железно, что за потребительское отношение. Александр, давайте дальше. Про первый пункт уже сказали. Пластик. Второе, упаковка. Про упаковку хочется сказать очень просто. Сколько заплатили, столько и будет. Почему у меня OU7 здесь? Потому что она на руках. Вот есть у нас OU7 упаковка. О, круто, ла-ла-ла, тра-ля-ля. Но мне не хочется петь, мне хочется плакать. Вы прикиньте, сколько вы заплатили за вот эту вот карабульку. Ну, максимум, минимум, точнее, доллара 3-4. То есть, она вам нужна, мне она не нужна. То есть, у меня почему эта коробка осталась? Потому что недавно был обзор. И потому что в них я, скорее всего, победителю буду посылать, но я не уверен, потому что, так как она и так драматичная. Почта рулит. С другой стороны, если вы покупаете совсем дно, это из разряда подделок Redmi AirDots, вот такое, ну и выглядит оно соответствующе. Но вам разве это важно? Вы вскрыли и забыли. Когда вы покупаете уши за 20 долларов, при этом QCY приходят вообще в картонных упаковках коричневых, а-ля эко. Так что позаботимся о природе, нечего нам тратить глянец, краску и т.д. и т.п. Будем покупать все в картоне, в мрачном. Притом, так что упаковка, я считаю, если не важна, то во всяком случае всегда можно преподнести как. Что вы заботитесь о природе, упаковали в красивую бумагу, если вы дарите эти наушники. А если дарите себе, то вам вообще все равно, вы вытащили, да. И почта рулит, если вы покупаете это дело не в магазине, неважно сколько вы потратили. Вот, пожалуйста, 10 тысяч наушники и хламантин вместо коробки вам пришел. Потому что Почта России рулит. Надеюсь, меня не забанят этот стрим. Не забываем прожать лайк за саму идею хотя бы видео, потому что я стараюсь сэкономить вам деньги. Опять же, я говорю про первые ваши наушники. Когда вы уже поймете, что вам нужно, когда вы поймете, нужны ли вам затычки или вкладыши, когда вы поймете, какие кодеки конкретно вы используете, и я к этому приду, и нужны ли вам вообще все эти aptX, aptX HD, LDAC, Huawei-овские HWM, по-моему, и т.д. и т.п. Это все бредятина, если честно. Но об этом дальше. Ну не дальше, давайте третий пункт — кодеки. Основные есть AAC и SBC. Дальше идут крутые aptX, aptX HD. Притом, если вы нормально погуглите, вы сможете узнать, что кодек AAC по большому счету, по своим качествам не особо сильно и отличается от наших великолепных aptX. Притом aptX от aptX HD тоже дико не отличается. Но если кратко сказать, вы покупаете наушники с двумя самыми ходовыми кодеками. Вы планируете смотреть YouTube, вы планируете слушать MP3 файлы. Вам вот этого с головой, то есть не переплачивайте за aptX и aptX HD. Не факт, что у вас телефон поддерживает aptX. Черт его знает еще каким образом покупали. Ну, проще говоря, не факт, что вы получите от этого хоть что-то, от этого aptX или aptX HD. Почему
блогеры все время пишут на всяких обложках aptX, aptX HD, потому что люди в основном не понимают ничего. Вот первый вариант. А второй вариант, они понимают, что если ты платишь, допустим, вот лежат наушники, они aptX. И если ты платишь те же $70, ты хочешь, чтобы там было вот все. И неважно, даст это тебе что-то или нет. А если ты хочешь хороший звук, вот они лежат проводные. Вы берете, покупаете проводные, ни задержки вам, ни кодеки вам не нужны, и забыли. А в дешевых наушниках, еще раз повторяю, практически всегда уже проходит aptX и aptX, не aptX, а AAC кодек и SBC. И вам этого более чем достаточно. Нечего об этом даже задумываться. Во всяком случае, если вы не слушаете флаковские файлы, и если вы не аудиофил, опять же, если вы аудиофил, я не знаю, какие затычки вам могут подойти. Sennheiser за 22, и то я читал, что... Ну, не будем об этом. В общем, сейчас мы говорим о том, что стоит до $20. One More Stylish, у меня был обзор на канале, и я ими крайне недоволен. Не будем об этом. Я так очень много подписчиков теряю. Не забываем подписаться, поставить лайк и написать, что вам интересно. Но буквально давайте еще минут 20, я 15 расскажу основное, а потом уже с вами пообщаемся. Четвертое. Напоминаю, мата нет. Bluetooth. Bluetooth в основном у нас идет в версии 5.0. Я даже не видел, если честно, наушников с Bluetooth версии 5.1. Если кто-то видел, можете написать в комментариях под видео, для того, чтобы я как раз загуглил, может быть, купил эти наушники. Мне он пока не попадался. И вот все, что за $20, что за 150-170 в 9 из 10%, а в 9 из 10 случаев имеет код Bluetooth 5.0. Если в 1 из 10 случаях он имеет Bluetooth версии 4.2, допустим, 4.5, это просто значит, что они тупо будут чуть-чуть быстрее разряжаться. Ну, может быть, где-то они еще хуже будут ловить связь. Ну, не может быть, а скорее всего. Но ничего критичного в этом нет. Даже топовые наушники по $170 в той же Меге в Петербурге или Москве будут все равно ловить какие-то шумы. Можете меня убеждать, что это не так, но у меня так. Вот что бы я ни тестировал, в той же Меге где-то как-то какое-то шипение наблюдается. А если пробежаться, то при любом раскладе, тем более. Артем, здорово, Ронда, привет. Еще раз всем привет, со всеми поздороваюсь, но чуть-чуть позже. Потому что мы уже пришли к пятому пункту. Пятый пункт он основной. Для меня, во всяком случае, как и для большинства пользователей. Автономность. Ну, вот большинство этих ушей, даже до $20, выдает 4 чистых часа. Какие-то выдают 4,5. Ну, хорошо, есть у нас там 4,5. Когда вы покупаете топовые уши, если это не Redmi AirDots, а даже Huawei FreeLace 3, FreeBuds точнее 3, FreeBuds 3, по-моему, 4 часа живут, 4 часа всего живут. Единственное, это айфоновские уши, Apple AirPods, они живут 5 часов. Все остальное 4. 4 плюс-минус полчаса. Да, у нас есть уши не за $20 и не за 150. Есть наушники у нас с безумной автономностью. Это Meizu Pop. Есть, по-моему, Syllable. Неплохая автономность по 7 часов. Но вот так, чтобы взять именно до $20, вот все до 20 в районе 4 часов, все дороже $120-170. Все в районе также 4,5 часов. Если вы готовы за $150 брать максимальной автономности, берите вкладыши, AirPods и не задумывайтесь. А по большому счету, то есть все в районе погрешности. Дешево, то же самое, что и дорого. FreeBuds 3 5.1, ну отлично. Просто у меня, Саша, нет девайса, я их покупал и я их обозревал. Но оценить его полностью не смог, все девайсы у меня 5.0 Bluetooth. Даже OnePlus 7T Pro, по-моему, 5.0. Дальше, с которого я, кстати, сейчас провожу стрим, вот такой вот телефон, на него у меня был хейтерский обзор, хороший обзор, не забыл снять. Не забываем подписываться и ставить лайк, кто только что пришел, и писать в комментариях, что мне еще купить. Дальше, пятое было. Шестое, быстрая зарядка. Вот про поводу быстрой зарядки собственно, бокса, это не важно. Ну вот, мое мнение, это вообще не важно. То есть, вы закинули на час или на два бокс заряжаться, это мелочи жизни. А вот быстрая зарядка у самих ушей, по большому счету, есть тоже только у Яблока. Все остальные, ну, с пень-колоду, когда вы переплачиваете, получается, в 7-8 раз за вот эти уши, вы в итоге не получаете прирост в зарядке, там, что вы быстрее в 3 раза заряжаете. Нет, примерно там, ну, дай бог, на 40% вот быстрее все это дело заряжается, чем вот это. Дальше.
По поводу всех топов наушников, в прикрепленном комменте у меня несколько топов ушей до $20 тоже есть. А в прикрепленном комменте последний топ наушников, вне зависимости от цены, опять же, по моему субъективному мнению. А поговорили про быструю зарядку, по большому счету, неважно, сколько вы заплатите, вы все равно ее получите только в яблочных, достойную только в яблоках. Или вру, но это уже проводные ушки, вот у меня Bullets 2. Они, конечно, те, кто знают, а кто-то знает, они заряжаются за 10 минут, по-моему, на 10 часов. Но это не True Wireless, это не беспроводные, они все-таки на проводе. Это Bluetooth наушники, но не True Wireless. Не настоящие беспроводные, положу их сюда вот куда-нибудь, чтобы вы видели. Вот это вот прям мега быстрая зарядка, такого нет нигде. Я, во всяком случае, не встречал. Да, вкладыши, есть топ-5 вкладышей на канале, Павел, посмотрите, если вам интересно, Tisa iX есть наушники такие, они до $20 стоят. Есть еще очень мрачные по 800 рублей, но я бы не советовал. Дальше, по поводу пластика чуть-чуть вернусь. Насчет беспроводных ушей, которые по пластику я советую. Есть блогеры, вот я там, еще сотни тысяч блогеров, есть топовые блогеры, есть бренды. Вот Tronsmart это уже бренд, QCY это бренд, Funkel, пень-колода я бы опасался, потому что Funkel все-таки это краундфандинг, они выпустили 2 модели, и я пока больше ничего не знаю, что они выпускают. Samsung, т.д. и т.п. Tisa тоже, Anameibatsu. То есть это бренды, которые работают не первый год. От них у вас уши гнить не начнут в прямом смысле, потому что пластик тоже бывает разный, как и металл. Во всяком случае, хотя бы не радиоактивный. Покупать совсем ноунейм я не советую. К ним я могу отнести очень много моделей, я их перечислять не буду. Это как раз к вопросу о том, почему у меня в последнее время нет супер хейтерских обзоров на наушники. У меня пар 30 наушников валяется, включая аутсомы и же с ними, которые просто были нереальным днищем. Но я не тратил ни свое, ни ваше на это время. Почему? Потому что зачем мне рассказывать о бренде, который, посылая мне уши, мне вот аутсом посылают, QCY ни одни уши мне не послали. Funkel, Samsung, Xiaomi, никто. А вот всякие аутсомы, дейкомы, вот это вот шлепотень присылает, и они присылают хлам. Поэтому обычно я в основном покупаю сам, и, во всяком случае, то, что вы видите на канале, в 99% случаев было куплено мной. Так же, как Meizu. Я у них 1,5 месяца скидку пытался выпросить, в итоге они мне ее не дали. Это для тех, кто пишет, что какие-то обзоры купленные. Все-таки продолжим. 6-е, быстрая зарядка. Мы ее закрыли, ее практически нигде нет, кроме вот Bullets 2 и топовая зарядка у AirPods. Что-то там подобное есть у Huawei, но я бы сказал, что это все лабутень. Дальше. 7-е, габариты. Ну, по габаритам это фанаты вырубайте, фанаты Samsung вырубайте сразу стрим, потому что я напомню, какое он днище. Ну, вот вы покупаете наушники за 9000 рублей, и перед вами наушники за 1000 рублей. Угадайте с размером. Автономность одинаковая, кодеки, по-моему, у Samsung есть. Единственное, здесь этот датчик. Ну, проще говоря, вот эта вот ватка, как некоторые люди называют ее в сети, она вообще не ватка, это просто огромная шлепотень, которую я никому не советую покупать. И уши за 1000 рублей, и не только эти, еще и QCY любые, практически любые, и даже Tronsmart, которые я ругал за то, что они подмигивают. Ну все меньше, а здесь ничего особенного. Здесь не сидит внутри барабанщик, не бьет вам в голову бит и не дает вам какие-то супер низкие частоты. А вот этот вот звуковод, знаете, как человеку, который учился в школе, давно, правда, и потом получил еще 2 высших образования, и когда мне лепят из разряда, ну, звуковод, здесь басы такие топовые, но вам долбит эта резинка в уши, генерируя низкие частоты, и все. Может быть, еще что-то вашу косточку, эти 25% отрабатывает, но это мракобесие, не смотрите этот обзор, потом отпишитесь от меня, по-моему, 800 человек после него отписалось. Samsung хорошие, но не покупайте, если вы мои подписчики, а если покупаете, то пишите, кто вам их посоветовал. Но они яркий пример, то есть 150 баксов вы тратите и получаете по размеру то же самое, что стоит $20. Дальше про габариты поговорили, бренд. Про бренд, в принципе, я зацепил это дело. Что нужно понимать по поводу бренда? У Xiaomi есть чистой воды их уши. Это вот Xiaomi. Есть краундфандинговая платформа. У наушников с краундфандинга, если честно, я встречал только Q-шки. QCY и Halo GT. Притом самое интересное, также есть, конечно же, Redmi AirDots. Их здесь не лежит. Я не знаю, где они у меня дома валяются.
Так вот, Redmi AirDots стоит $20, Halo GT2, который я сестре, по-моему, подарил, а те, что не подарил сестре, тоже где-то дома валяются. И все это делается на одном заводе, по-моему, QCY, только на чуть-чуть на том же заводе, но рядом производство. Но точно Halo GT и Redmi AirDots производят на одном и том же заводе. Соответственно, Xiaomi наша великолепная, в принципе, как свои шлепает наушники беленькие Redmi AirDots по 2500 рублей, также по 1200 Halo GT, QCY и Redmi AirDots. Бегите, покупайте, фирма одна и та же, технологии одни и те же. Это из разряда как раз вопросов, почему блогеры рассказывают, такой звук волшебный, нереальный просто. Если у вас было хотя бы 5 пар наушников, к сожалению, у меня уже было, наверное, их несколько сотен. Разница есть. И, если честно, вот хорошие беспроводные наушники, в первую очередь, разницу ты стараешься услышать не в низких частотах, а в высоких. То есть, чем более детализированный звук, тем лучше они. Чем менее детализированный, наверное, допустим, на максимальной громкости звук в кашу появляется, переходит. Вот там что-то я, кстати, не туда ушел. В общем, смысл в том, что бренд можно покупать любой, что вам советуют несколько блогеров, тем более миллионников блогеров у нас вот так, плюс какие-то фирмы у нас уже продаются рядом в магазине, допустим, те же Redmi AirDots можно за 2000 купить рядом в магазине, в DNS, допустим, том же, или без разницы, Ситилинке, Связном, еще чем-то, либо за 1000 рублей или чуть-чуть дешевле на Алиэкспрессе во время распродаж. Бренд один и тот же, и я раскрою вам страшную тайну. Все это Китай. И все производится в Китае. И если вы покупаете это дело в русском магазине, это не значит, что у вас супер-мега наушники. Кстати, для тех, кто спрашивает, вот сейчас типа Камрада, все, что является подделками, то есть у меня идет 2 подделки вот этих ушей, за 2500 и за 1200, по-моему. Не факт, что дойдут, скорее всего, у других блогеров, которые меня по-любому смотрят, маленьких, они появятся раньше, потому что они живут в Москве, сейчас стрим посмотрят, и они у них появятся, они расскажут. Я потом тоже расскажу, черт с ним, с этим спойлером. Смысл в том, что у вот этих ушей есть, конечно же, подделки. Чем дороже уши, тем больше подделок. У Samsung их 2 всего. У AirPods самых ходовых ушей подделок просто море. За $20 можно купить и подделку, за 24. И я их не советую. Почему? Потому что неизвестно, что у вас с ушами произойдет, взорвется ли аккумулятор, будет ли радиоактивным пластик. В общем, проще говоря, каждый раз, когда вы покупаете подделку, помните, что вы можете себе нанести своему здоровью непоправимый вред. И не забываем прожать лайк, кто новенький пришел, подписаться на канал обязательно, обязательно. И посмотреть все обзоры у меня очень короткие, вот такие длинные, у меня только стримы. Первые полчаса я сейчас раскрою эту тему основную, а потом я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Буду сидеть, постараюсь хоть 4 часа. Главное на все ответить, потому что за неделю было много обзоров. Я первый раз из 421 обзора и 25 сделал обзор на мейзовский какой-то девайс. У меня до этого мейзу вообще не было. И я бы хотел о них поподробнее рассказать подписчикам, но это только подписчикам. Дальше. Габариты закончили, бренд закончили, микрофон. 9 пункт – микрофон. Вы можете упорно говорить, что вроде бы ничего в фанклах микрофон. Вроде у самсунгов где-то там, с кем-то там, с теми же самсунгами за полтинник, тоже телефоном. Либо у Мифа OU7 или OU5, или у Xiaomi неплохой микрофон. Но понятие неплохой, он такой растяжимый. Вот здесь нормальный в буллицах микрофон. В буллицах вторых очуменный микрофон. В AirPods очуменный микрофон. В FreeLace 3 очуменный микрофон. Все остальное лично для меня, я это использовать не могу с людьми, с которыми я общаюсь. Они мне говорят, что за лабутень? То есть, почему ты со мной, почему ты меня, образно говоря, не уважаешь и разговариваешь через какое-то днище? Хотите нормальный микро, это либо говорите в трубку, либо покупайте проводные и разговаривайте через такой вот адекватный микрофончик. Либо буллицы вторые, AirPods и FreeLace. Все вот это вот дело, худо-бедно вот это еще неплохо. Все это вообще хлам. То есть вообще и у этого хлам, если честно. Я поэтому говорить с товарищами своими не могу. И вам не советую. Единственные 3 пары это наушников Bullets 3, любые Huawei-овские, любые, ладно, AirPods-овские, яблочные ушки. Все остальное так себе, соответственно, неважно, что вы купите, везде будет микрофон чуть лучше, чуть хуже, рано или поздно вы их потопите, зная, что их можно топить, и все будет норм. Влад, здорово, всем еще раз привет. Не забываем прожать лайк и подписаться на канал. Лайк мотивирует меня. И, соответственно, что? И я делаю больше обзоров, вам становится, может быть, интереснее.
Десятое. Давайте десятое будет шумодав. Вот шумодав это самая интересная тема. Очень меня умиляет, когда много каналов сейчас на YouTube, особенно техноблогеров, большие техноблогеры пичат других маленьких техноблогеров, и маленькие техноблогеры делают, друзей своих, чтобы они выросли, и маленькие техноблогеры чуть ли не кладут вам руку на плечо и рассказывают, что, я идиот, но я, в общем, решил вам рассказать, вы все равно меня будете слушать, потому что вам советовал меня миллионник. А мораль-то простая. Вот по поводу шумодавов нужно один раз разобраться. Вас 250 человек, запомните один раз и навсегда. Есть два вида больших шумодавов. Это активный и пассивный. Пассивный — это вы вот в затычке вставили, все пассивно, оно все равно хуже слышно окружающий мир. Чем глубже вы вставили, тем лучше пассивный шумодав. Либо вот такие сверху накрыли свои ушки, тоже ничего не слышно. Это активный, пассивный. Дальше. По поводу активных шумодавов. Когда вы видите надпись CVC, это активный шумодав исключительно для микрофона. Вы разговариваете по микрофону, эта штука включается для того, чтобы вас собеседник слышал. ANC — это активный шумодав для того, чтобы вы вообще вот даже в тишине, допустим, гуляли, не слушая музыку, наушники в ушах, и вот может быть аббревиатура, кстати, чуть-чуть другой. ANC — это Active Noise Cancelling. Так вот, может быть аббревиатура другой, как-то они по-другому называются, но смысл в том, что вы их включаете, микрофоны ловят шум, с противофазией его дают в ваше ухо, проще говоря, вы ничего не слышите. Активного шумодава я не встречал в принципе ни у чего, кроме накладных ушей адекватных. Я не помню, что у меня было. Конечно же, у AirPods последних я брал у товарища, но ненадолго. То, что у третьих Huawei FreeLace 2, не FreeLace, а FreeBuds 3, точнее, у меня были на обзоре. Вот я как с ними не химичил, все равно с Huawei активный вот этот шумодав в их вкладышах был бредом. Конечно, мне написало много человек по поводу того, что они потратили 11 тысяч рублей, и они, конечно, слышат в метро вот этот активный шумодав. Я не слышу. Но к чему я про шумодав? Пассивный шумодав, чем длиннее звукобот, тем глубже, и чем лучше вы подобрали амбушюры, тем лучше у вас закрываются ваши ушки. И, соответственно, если вы правильно подберете амбушюры и правильно подберете затычки, они, в принципе, по физике все одинаковые. Исключая вот этих вот самсунгов, про которые мне все говорят, что они просто не мега топ, но звуковод у них муси-пусечный, махонький. Я не знаю, у меня они конкретно ничего там, никакого шумодава у них нет. Для меня лично ни пассивного, ни активного, никакого. Слова-то какие, пассивные, активные. Не забываем прожать лайк, даже 200 лайков нет. Друзья, все-таки тема интересная. Я прям выкладываюсь, чтобы вы не тратили лишние деньги. 20 баксов это не так и много, может быть и правда сэкономлю вам. Так вот, по поводу все-таки шумодава. Если вы купите затычки, а не вкладыши, шумодав вы получите автоматически. Если вы купите накладные наушники полноразмерные, вы шумодав пассивный получите и так. И все эти технологии, есть они в $500 соньках, допустим, накладных, они работают. Допустим, в AirPods последних, третьих, можно сказать, Pro работают. По моему мнению, у Huawei, хотя я фирму эту безумно люблю, я обычно ничего плохого о них не говорю, ушки мне безумно их понравились, но активного шумодава нету, в моем понимании, в моем вот таком вот детском мире, можно сказать. Так, это было 10-е. 11-е это звучание. Все блогеры, потому что мы все-таки как-то должны существовать, мы упорно избегаем вопроса, некоторые не избегают, и за это им огромное уважение, я таких знаю, о том, что любые затычки, даже самые убогие, допустим, Redmi AirDots, будут всегда звучать лучше, чем вкладыши. Вкладыши реально могут лучше воспроизводить исключительно высокие частоты, и то за счет там каких-то нереальных ухищрений их инженеров, то есть флаг им кроме вторых буллетсов. Так, кстати, я вам показал фрилейсы Huawei-евские, они OnePlus Bullets. Вот такой подлый. Вот они все-таки. Bullets 2.
Вот эти вот наушники, по моему, опять же, субъективному мнению, каким-то образом выводят любой звук просто нереальным. Низкие частоты, высокие, еще что-то. Но давайте не будем думать, что я их нахваливаю, потому что у OnePlus были у меня уши и был телефон, с которого я сейчас стримлю. Этот телефон я до такой степени обругал в обзоре. Можете его посмотреть. 10 причин, почему я не советую его покупать. Что мне даже, мне стыдно, но я пока не хочу делать позитивные. Потом, когда-нибудь. Так вот, все-таки по поводу форм-фактора. Вкладыши, их дороже делать, они всегда звучат хуже, поэтому их меньше делают. Они всегда выглядят странно, и сделать их адекватно, чтобы они звучали хорошо, очень сложно. Поэтому практически никто их и не делает. Но они более безопасные, можете со мной спорить, не спорить, а можете просто тупо открыть Google, либо сходить к Лору, и он вам расскажет, что лучше всего вообще накладные полноразмерные, потом идут вкладыши, и потом уже идут великолепные затычки, которые не великолепные, а с ними нужно очень аккуратно. Понимаю, что сера должна быть в ушах, но ее не должен быть избыток, и когда вы затыкаете свое ухо, там бактерии начинают намного быстрее плодиться, и вся эта радость, которая не должна быть от блогера, потому что покупаете вкладыши Xiaomi, может они мне что-нибудь пришлют. Я шучу, вкладыши, в общем, лучше. Вкладыши лучше накладные. Вот я сейчас 36-летний дядька хожу вот в этих наушниках, про которые я рассказывал, и бегал я в них, чтобы у меня уши не надувало. У нас сегодня ветер, снег, вы можете посмотреть мои обзоры. Холодина относительно, но теплее в этих... теплее. Теперь наушников новое качество. Это теплее или холоднее. Плюс, да, вас защищает от непогоды все это дело. По поводу шумодава сказал, по поводу звука сказал. И затычки, вот по поводу затычек, есть опять же честные блогеры, нечестные, есть обыватели, есть форумы. А есть, кстати, такой магический сайт, называется он Amazon. Очень многие ругаются на меня за то, что я не покупаю с Амазона, потому что там тупо дороже. Но я, несмотря на это, ввиду того, что знаю хоть чуть-чуть английский, а если даже не знаю, пользуюсь транслитом, очень часто захожу туда посмотреть отзывы. Они отзывы не чистят, в отличие от Алиэкспресса. Ну, чистят, но не так, скажем так, агрессивно. И вот когда вы мне Pamus Lite советуете, когда вы мне советуете Анкер за какие-то бешеные деньги, либо Леверы или Левити, я туда захожу, вижу 3 звезды и думаю, какие все-таки подлые люди пытаются сделать так, чтобы я потратил лишние 10 тысяч рублей. Лишние почему? Потому что когда мне там человек 300 пишет, что Паму, они топ, а я захожу на Amazon, который не купленный нифига, и вижу отзывы пользователей, они мне пишут, что чувак, это днище, а Паму на такой степени, у нее печаль произошла, что ее, да, Xiaomi скупила, потому что подешевела она, потому что печальная. Потому что ломит цены, а уши того не стоят. Ну, черт с ним, это опять же мое субъективное мнение, но оно базируется в первую очередь, к сожалению, опять же, или к счастью, на моем личном опыте, а мой личный опыт подсказывает, что everybody lies, лгут все, кроме форумов. А форумы, к сожалению, опять же, меньше всего лгут англоязычные, потому что русские подтираются, продавать-то как-то надо. И к чему это все? К тому, что есть бренды, есть 20 баксов, покупайте вы эти уши за $20. Не тратьте вы 1500. Не тратите вы 1500. По поводу накладных ушей, 1000 раз повторял, вы идете в магазин и меряете. Маршаллы мне неудобны, Panasonic неудобен. У меня Xiaomi почему-то вот игровые удобные оказались. Опять же, я их в М-видео, по-моему, мерил, или где-то там, в общем, в каком-то магазине я очень удивился, что они были, потом их заказал. Потом хорошие еще какие наушники были. Или в Румико, ну, какой-то из магазинов, в общем. И Маршаллы еще и звучат ужасно. И JBL-ки дешевые до 10 тысяч ужасно. Соньки мне по форме не подошли. То есть любое накладное вы меряете. Если вы покупаете затычки, они в принципе вот по форме, кроме Daycom. Вот видите, QCY, вот QCY такие же, кстати, как Daycom. У Daycom такой же звуковод мрачно-глубокий, мрачно-длинный, скажем так, глубоко в мозг вам попадает. И смысл в том, что вкладыши очень легко померить, точнее накладные легко померить. Вкладыши в 99% случаев одинакового размера. То есть, если вы не покупаете фейк AirPods, они берут вот эту вот головку, она у всех одинаковая. У Huawei, у Xiaomi, у даже, по-моему, TIS-AX. Такая же. То есть, то, что вы вставляете в ухо, размера точно такого же. Не забываем прожать лайк, други. Маршаллы есть в любом магазине, так же, кстати, как есть какие-то наушники, про которые меня спрашивают. Я их 2 пары покупал еще до того, как стал блогером, и они у меня сдохли, одна и вторая. Blue Idea, во!
Вот они мне, кстати, написывают, я отказываюсь. Две было пары накладных наушников от Blue Idea, одни прожили 2 месяца, вторые, по-моему, около 3. И сдохли и одни, и другие. Каждый раз одна и та же тема, отваливалось левое ухо, покупал на Тмоле. Но это моя личная мрачная история. У вас может быть история, конечно же, позитивная, у вас все будет круто, и вам повезет. И покупайте Pamos Lite. Ладно, извините за злой какой-то подход. В общем, проще говоря, если у вас есть 1500, вы можете меня смотреть, еще кого-то. Лучше идите покупайте либо AirPods, либо накладные уши. Потом, есть еще один вариант. Все-таки, к чему мы еще не пришли, это последняя, такой вот чертова дюжина, цена. Цена, по-моему, 13 пункт, нет, 12 пункт. По цене все вот это... Вот что вы слева видите, ну, исключая плееров. Плеер, кстати, тоже, по-моему, до 20 баксов можно купить. Все это можно купить до $20. При желании, опять же, нужно ловить обязательно распродажу. Нужно уметь играть с купонами. Нужно понимать, что 11 ноября реально будут... Ну, я реально видел скидки. Без всяких программ, потому что я мониторю определенные девайсы. Это из разряда того, что Blitzwolf сейчас у меня просили долго купить. Я их видел по 3000. Вчера их купил за 1900. Я не знаю, что за скидка, но, в общем, вот так мне повезло. Это игрушка от Xiaomi в руке у меня. То же самое про Samsung. Я пытался их купить дешевле. В итоге мне они обошлись в 8600. Я очень расстроен, но вот так. Потом, что еще мне интересное такое было? Фанклы я вообще умудрился купить за 900 рублей. Трансморты за 1200, кто-то покупал за 900. Это в рублях, извините. Но все это дешевле $19. Кто у нас не из России, то это поймет. Тиса, Аномейбацы и Redmi AirDots все до 1000 рублей. То есть все реально купить до $16. Не то, что до 19. И когда ты понимаешь, что вот это $16, а это 160, в 10 раз, 10 пар таких наушников можно купить на эти. Стоят ли они 10 пар этих? Нет. Однозначно, вот 1,000,000,000% нет. Стоят ли эти наушники 5 пар этих? Нет, 6 нет, 4 нет, ну максимум 2, потому что здесь есть сенсор, который то подглючивает. Но учитывая вот этот маразматичный размер, мы берем уши за 1000 рублей и уши за 9000 рублей, примерно с одинаковой автономностью. И видим, что в одном случае вы запихиваете себе ватку просто безумного размера и безумной толщины. И звуковод, конечно же, чем уже звуковод, следующий звуковод будет вообще не миллиметр, а не знаю, сколько сделает Samsung звуковод, наверное, полмиллиметра, чтобы вообще, чтобы звуковода не было, чтобы одна резинка была. Мата точка нет. Хорошо, что мата на канале нет, правда? Плохо, что я снова начал бегать, у меня появилось слишком много тестостерона и слишком много эмоций по поводу вот этого хламантина. Чего здесь нет? Вот каких наушников здесь нет, и о чем бы я хотел еще сказать. На слух воспринимайте, а вам подписчики мои постоянные подскажут обязательно. Есть такие наушники Syllable S101. Это для тех, кто любит бас. В отличие от Blitzwolf FIA7, у них лучшая автономность, и они перекручивают бас, они из баса делают какой-то... В общем, образно говоря, у вас середины и верхов почти нет, но если вы любите долбежку и кровь из ушей, это идеальный вариант. Если вы аудиофил, вы будете, скорее всего, от них вас будет тошнить. Но это не $20, это, допустим, около 30 для тех, кто пишет, что вот у Samsung бас. У Samsung вообще нет баса по сравнению с Syllable S101. Если еще разобраться по поводу всего-всего, вот Blitzwolf FIA 4. Года полтора назад я делал на них обзор, их реально купить и, по-моему, Xpods, ну как, проще говоря, есть реплики этой же штуки, это OEM-ка. OEM-ка, это значит делает завод, Blitzwolf на них клепают свою надпись, еще кто-нибудь наклепает. Проще говоря, можно дешевле их купить. У Elari есть неплохие наушники, которые стоят не 6000, а правда 1700, это примерно 25 баксов. Они тоже не лучшие, но басы качают, дай боже. Не забываем прожать лайк и не забываем писать, что кому интересно. Я постараюсь вам отвечать. Сразу говорю, украинский не понимаю, лучше на английском даже пишите, чем на украинском, потому что не понимаю. Вот, в принципе, к чему здесь лежат еще наушники проводные? Это чуть-чуть из другой темы. Если вы прям вот фанат и есть у вас любимые уши, именно проводные, их же можно и за 1000 рублей купить. Допустим, у меня здесь не лежит ничего, но реально наушники беспроводные купить за штуку. Эти 100 баксов стоят. Не буду я дискутировать по поводу того, что лучше, что хуже. Я знаю, что в районе $16-17 проводные, допустим, КЗшки можно купить просто топовые. Вы покупаете после этого вот такие вот набалдашники, либо на одном кабеле. Вставляете их и можете юзать свои любимые беспроводные вот так вот через aptX. Обычно они с aptX идут эти
Bluetooth ресивера 5.0, и все у вас отлично. Да, выглядит странно, но я скажу так, сейчас вообще все странно выглядит, и все относительно. То есть вопрос, насколько вам в чем комфортно ходить, посмотрите. Я думаю, 30-летние, как всегда, не понимают 20-летних, 40-летние 50-летних и т.д. и т.п. Как только поколение, вот десяточка меняется, все. В голове космос, но в принципе смысл один и тот же. Что это за лабутень на людях? Саня, тебя скоро за правду забанят. Нет, раньше убьют, но я не здесь нахожусь, я не в Петербурге, не в Москве. Да и кому я нужен? 300 человек, спасибо большое, что вы на трансляции. Спрашиваем потихонечку для ушей OnePlus. Давайте по вопросам. Актуальная цена для OnePlus. Кто-то купил за 3400 неделю назад, писали мне в личку. Саня, тебе пришли Blitzwolf Fia 5? Да, злой Карл, они были хламом, я о них рассказывать не буду. Vivo TVS, подскажи с ушами. Однозначно нет, потому что это бредовая цена, вы за эти деньги купите любые брендовые наушники, которые вы при этом еще и поюзаете в магазине. Или в них что-то платина появилась, они там покрыты золотом. Вы цену их видели? Саня, это не Huawei вам, и это не... Вот говорю, когда мне советуют купить что-то за десятку, Мифа еще черт с ним там со своим O5 что-то сделал. Что сделала Vivo, я не знаю. Для меня лично, как для человека, который обозревает наушники, чтобы я потратил на них десятку. Ножи, когда пятый нож жду, если не дождусь, у меня было еще два, может о них расскажу. КЗС-1 будут на обзоре, а на мои бацы можно брать? Однозначно можно, до $20 топ. В каких Соломонах бегаешь? В те, что для зимы с высоким верхом. Сегодня только бегал, очень мрачно, по сугробам. 57 минут, 10 километров, кидайте в меня камни. Но я четвертый день тренюсь, все, у меня начинает восстанавливаться тестостерон. Я сбросил уже 3,5 килограмма, потому что лютую. И я думаю, через месяцок я буду снова называться спортсменом-любителем, во всяком случае для себя. Какие за свои деньги топ? Есть топ-10 наушников вообще всех в моем понимании на канале. Они в прикрепленном комментарии к этому стриму. Посмотрите, всем, кому интересно. И не забудьте прожать лайк за труды. Потому что это дело, как вы видите, я даже не продаю. Это даже не 10-я часть того, что у меня дома валяется. Просто это такие вот... Во-первых, это любимчики. QCY я люблю. Funkel Norm за свои деньги. Трансмарт умудряются по 900 рублей себя продавать. Я их хейтю, но не за 900. Если за 1000 рублей их покупать, они топ. Тиса вообще лапочки. Вот. Что посоветуешь? Sabot E12 Ultra или какие-нибудь Honor или QCY для телефона Honor? Для телефона Honor советую Honor. Это не сарказм. Лучше всего брать для OnePlus OnePlus, для Samsung Samsung. Только не эти. Ну, вообще никакие Samsung, проводные. Ты мне в прошлом стриме сказал, что телефоны Vivo это фуфло. BBK прямо супер фирма. Предатор, я не должен тебе ничего объяснять. Если вы не согласны со мной, то вы можете уходить с канала и все. Что за часы? Это Huawei GT2. И я их все еще тестирую. 4 дня, в них 3 дня бегал на лыжах. Показывали бред. Но сегодня по какой-то неясной для меня причине, когда я побежал не на лыжах, они показывают адекватные данные, и об этом я расскажу обязательно, потому что люди очень часто спрашивают про эти часы, и вообще все, что есть у Huawei и Samsung, почему я их понимаю. Ты приходишь в магазин и начинаешь юзать, и не понимаешь, нравится это тебе дело или нет. От меня можете узнавать, вот я потихонечку пользуюсь. Сколько сантиметров бицепс? Не смешно. Дальше, 400 метров 56 секунд, хоть сейчас, 36 лет. Стоит ли брать Halo GT 2? Да, стоит. Halo GT 2 норм. Какие наушники взять в пределах 5000? Топ-10 на канале в прикрепленном комменте. Какие в планах следующие накладные уши будут? Миксайдера не один десяток человек меня спрашивал, про это, поэтому расскажу. Honor AM61 норм, Sony не тестил. Я как неадекватный пользователь Mi увидел, что в родом плеере есть выбор ушей с проводами. Скажи, какие из их топ, если бы впритык... Не, вообще все Xiaomi-шные уши мне не нравятся. Вы заметили, что у меня очень хорошо заходят Xiaomi-шные обзоры, но нет накладных ушей и нет спортивных. Я спортивные Xiaomi тестил, это мрак. Вот мрак. Я пробовал накладные в магазинах, это тоже мрак. Я обязательно найду в себе силы и как-нибудь куплю себе и лояльно о них постараюсь отозваться. То есть из разряда того, вот мое мнение, ну вообще люди. Но на данном этапе жизненного развития Xiaomi сделала более-менее нормальный Redmi AirDots, учитывая их цену. И опять же я их захейтил, можете посмотреть обзор на канале. И более-менее эти вкладыши, опять же, учитывая их цену, учитывая, что это их первая попытка с вкладышами. Самые дешевые нормальные вкладыши. TSI 4, Redmi AirDots, Halo GT 2.
По-белорусски можно писать? Я не знаю, в чем разница. Глубокий звуковод Т2 или Т5 глубже? Я не знаю. Я знаю, что у QCY последние вот из такой формы Т5 норм были, но у них появились подделки. Я вообще в шоке от того, что они появились, но по факту. Что я не советую по-настоящему, это вот гибриды. То есть у нас вкладыши, есть затычки, есть, не знаю, там накладные уши, полноразмерные, есть неполноразмерные, но вот то, что делают люди, гибриды это хламантин. Это хламантин мрачный, исключая, конечно же, AirPods последние, потому что они что-то сделали, но они ближе к затычкам, вот хоть убейте меня. Расскажи про плеер слева. На все эти плееры у меня были обзоры. Вот этот $20 стоит, поэтому он здесь лежит. По большому счету, если вы не аудиофил, вы разницы не почувствуете. Этот фиовский плеер мне обошелся в $100. Тоже есть обзор на канале. Мне он безумно понравился. С ним я тестировал эти уши. На какой телефон снимаешь? На Note 10. Xiaomi Note 10 сейчас где-то он валяется. Не могу показать, подождите. Вот на него и на OnePlus 7T. В основном на него, потому что я обещал подписчикам, что буду снимать на него. Тормознутая желобутень, но так себе, вроде снимает. И OnePlus 7T Pro. Сань, привет. В чем разница между надписями Redmi и AirDots? Сразу говорю, что у Xiaomi была такая тема, когда Redmi AirDots появились. По-моему, первые 3 месяца была надпись Xiaomi или Mi. А потом уже Redmi. Я особо не заморачивался с этим делом, потому что мне пришла первая партия, я о ней рассказал и забыл. Ну, утрированно. Honor FlyPods Norm в 2020 подойдут ли эти наушники к Redmi Note 7? Вообще, Honor FlyPods довольно дорогие для вашего Redmi. Redmi стоит 9000, а вы хотите наушники купить за 3. Ну, не особо разумно. Стоит ли брать Hello GT1? Лучше GT2 возьмите. Большая ли разница в играх на OnePlus Bullets и стоит ли покупать их для игр с телефона OnePlus? Единственное, где нет у нас задержки, по моему, опять же, мнению, это в играх. Это были FreeBuds 3 у Huawei и OnePlus Bullets 2. Ну, опять же, мое мнение. Дальше. Привет, Wayfan Xpods 3 стоит своих денег? Да, стоит. У меня есть аналог на канале. Почему ничего нет про Nokia True Wireless? Интересно, особенно в сравнении с остальными. Они стоят сколько, Саша? Что лучше, 7 Pro или 7T Pro? 7T Pro лучше, но они значительно дороже. Что из больших накладных наушников могут не жмут? Большие накладные нужно всегда мерить. Стоит ли брать Mi Air 2, если телефон Redmi Note 7? Нет, вы тратите 3000 при телефоне за 9, не стоит. Блин, взбесился и купил Tronsmart Spunky Beat. Ну, очень рад. Почему взбесились? Здравствуйте, как называется Bluetooth приемник для ушей, что лежит слева от весов? TRN. Вот, TRN-ка, есть еще другие, и они у меня валяются где-то. На какой-то Xiaomi, по-моему, или Meizu-ский. Xiaomi у меня был обзор маленький. Подскажите, пожалуйста, Redmi AirDots или QCY T2S. Бум-бум-бум. Покажи Meizu Pop 2. Ерох, EX40. У меня есть обзор на них и, по-моему, стрим. Посмотрите там. Подскажи, пожалуйста, чем Hello GT1 Pro хуже GT2. Посмотрите по характеристикам. Злой Карл, счастливо. Как относишься с мини-звуковыми картами для телефонов? Вы имеете в виду ЦАПы? Отношусь хорошо, что скоро расскажу, Александр, про ЦАП от Meizu. Стоит ли брать Тиса? Выглядит круто. Павел, если они вам внешне нравятся, почему их не взять? Что за часы на руке? Еще раз Huawei GT2. 300 лайков. Ей! Спасибо за лайки. Какие оптимальные наушники выбрать по цене и звуку? Hello GT2. То же самое, что Redmi AirDots или Redmi AirDots. Но опять же в Китае за 1000 рублей. Kabir, то, что были у меня, были нормом. А так посмотрите, что еще есть у них. QCY L2 похожие лежат у тебя на столе с ободком. Что могу о них сказать? У меня, если не было обзора, ничего. Meizu Pop или Air 2? Попа я бы взял, но вам не будет, скорее всего, не будет хватать громкости. У Meizu проблема у наушников, соответственно, беспроводных. У Meizu не громкие они, вообще не громкие. Так, QCY T5, Blitzwolf 4, T5. Вы QCY T5 дешевле всего возьмете, если будет новый. О, Варвар, здорово! Ты здесь. Не иначе раз в минуту, смс, иначе считаю спамом и удаляю. Спасибо большое, Варвар, за поддержку канала. Ты первый, как всегда. Ты на меня разоришься, Варвар. Мне надо будет тебе еще что-нибудь помимо ушей купить. Завтра у меня почта откроется, железно завтра всем все отправлю. Самому стыдно. Что скажешь по поводу Tronsmart Spunky Pro? У меня есть, Василий, про Tronsmart Spunky что-то там обзор. Мне они не понравились, можете посмотреть, если вам интересно.
Я вот себе хочу купить Wave Fun Xbox 3 для тренировок. Много брака у них. QCY T2S Norm, не знаю. Будет обзор новых дешевых часов от Xiaomi. Они как-то, Алексей, называются Xiaomi что-то там? Или вы просто мне предлагаете типа Halo чего-то там купить? Из разряда почти секундомер. Что думаешь об новых Realme Buds Air? Ничего, я их не тестировал. Какие у супруги беспроводные наушники? AirPods. Можете сейчас еще фрибатсами третьими пользоваться. Они одинаковые практически, только автономность хуже. У Huawei это раз, а два у Huawei еще хуже, то что они не предупреждают, что они разряжаются. Вот. Стоит ли брать OnePlus Buds 2? Однозначно аномалия России. Если вы сможете в районе 3500 их купить, я бы очень их советовал. Пробовали наушники с костной проводимостью? Да, был обзор на канале. Что за красная штука справа? Справа красной штуки нет, здесь есть этот. Как его? Носорог. Xiaomi-шный. Это игрушки Xiaomi-шные. Нет, вот это носорог, а это тоже носорог, древний, в общем. Красава, из-за тебя, думаю, куртки в Xiaomi брать. Расим, если у вас есть возможность сходить и купить в Соломоне куртку, то лучше купите все-таки в каком-нибудь таком магазине. Я рассказываю о Xiaomi-шных куртках, потому что просят. С одной стороны, с другой стороны, если брать, мне кажется, нужно брать вот эту, которая на геле. А так, лучше мерить. Вещи лучше всегда мерить. К30 видел смартфон, но не в жизни. Новые дешевые часы от Xiaomi. Xiaomi Halo. Обломов. Но это не Xiaomi, они Halo. Там на коробке Xiaomi написано не будет. Это краундфандинг. Я понимаю, о чем вы, но посмотрим, что они будут предлагать. Расскажу, наверное. Какие накладные уши взять? Какие вам подойдут по голове? Надо ходить в магазины и мерить их обязательно. Что брать, Elari Nanopods или M9 TVS? Это одно и то же. Если вы хотите заплатить 1500, M9, хотите 6, идите Elari купите. AirDots или TVS G02. Не знаю, что такое G02, поэтому сравнить не могу. Honor FlyPods Norm или Sabot взять? Дмитрий, Sabot, как вам по внешне? Я не тестировал Sabot, только вкладыши. Бывало такое, что бомбило от OnePlus 7T Pro. Asset я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, в хорошем смысле или в плохом. Стоит ли брать Meizu Pop 2? Если вам не важен, там низы не особо выражены и они не особо долго играют. OnePlus Buds 2 Wireless 2 подойдут для игр? Я правильно понимаю? Неизвестный хам? Да, подойдут. FreeBuds или FlyPods? Дэймон, вам решать. Не зря заказал Halo GT1. Я не знаю, я Halo GT2 только тестировал. По-моему, GT1 тоже тестировал. Ни там задержки не было. Что лучше по звуку и басу, Transmart или QCY? Мне QCY больше нравится. Данила, можете что-нибудь сказать про i90 тысяч TVS? Данила, вы можете посмотреть обзор на канале, но все эти подделки я не советую. Хороши ли они? У меня они работали. Посоветуйте, пожалуйста, накладные наушники. Миксайдеры были на канале, либо на худой конец, если у вас много денег, то тогда можете купить вот эти последние Meizu, которые были на канале. Havit i93 стоит брать, они слишком странно внешне выглядят, готовы к странному внешнему виду, Silable S101 купите. Razer Hammerhead TVS, окей, я не знаю, что это. Razer знаю, они стоят космос. Ребята, не повторяйте один и тот же вопрос. Спасибо большое, Ронда. Galaxy Buds стоит ли брать? Однозначно нет. До 30 баксов что взять? Есть прикрепленный коммент к видео, посмотрите топ-10, там есть. Он меня троллит. Я не знаю, кто именно вас, Слава, троллит, но здесь 270 человек, и вроде никого я не троллил. Как вам Wave Fun Xbox 2L? Сильное ли различие не L? Я L не тестировал, а еще читал, что про L что там много брака. MPAW T5 стоит брать? MPAW вообще фирма мне не нравится, я о ней не рассказываю, можете попробовать взять. Расскажите мне, какие посоветуете наушники проводные? Есть, по-моему, 5 пар наушников проводных на канале, посмотрите. Razer стоит $100, почему Космос? Этот стоит $20, потому что в 5 раз дороже. Как вам Shure SE 215? Это Razer, это никто в моем понимании. Опять же, для вас это кто-то, для меня Razer это чуваки, которые делают мышки и клавиатуры. Будешь ли делать нормальный тест Samsung Buds с телефоном Samsung? Дмитрий, а что от этого поменяется? У них звуковод расширится, появится какая-то суперзащита от воды за 9000 рублей. Убейте меня, но это хлам. Это хлам для людей, которые готовы выбросить 9 кусков. Готовы, выбрасывайте, я-то тут при чем? Как излечиться от Xiaomi головного мозга? Расим, просто не покупайте Xiaomi, покупайте Samsung. Марат, спасибо большое, вас с Новым годом.
Какие наушники для спорта? Bullets 2 советую. Bayer Dynamic Avent Norm. Я не знаю, что это. Какие лучше наушники для спорта? Ответил, что за оранжевый гаджет слева. А это весы просто. Я чего-то хотел сначала показать, что весят они одинаково. Потом может быть. Правда, что в наушниках нет баса. Посмотрите мой обзор, узнаете. Ваши админы матами пишут и кикаешь всех просто как в Телеграме. Богдан, соляви. Я не знаю, что там кто пишет. Я захожу в телегу, я не вижу там мата. Какие затычки брать, если Bluetooth 4.2? Лучше Redmi AirDots купите какие-нибудь. Самсунговские маркетологи не зря кушают свой хлеб. Но они делали бренд очень долго и упорно. Не зря купили они АКГ, чтобы туда поставить надпись АКГ. Ну, АКГ принадлежит Samsung, что не написать. Может, еще кого-нибудь бы купили, еще туда записали. Amazfit Stratos 3 или Apple Watch 5? Если у вас iPhone, однозначно Apple Watch 5. У тебя нет на канале обзора Тиса. Какие сейчас находятся на стриме? Как они? Тиса i5 хорошие. Как и Тиса i4 хорошо были. А на Buds Pro не тестировал обычные, только тестировал. На Pro было много тоже жалоб. Сложно сказать, Samsung и в подметке не годятся по сравнению с Xiaomi. Ну да, стоит ли брать накладные наушники Marshall Mayer 3 под iPhone? Если вы их померили, они вам зашли, почему? Берите. Какие наушники до $20 стоит выбрать? Hello GT 2. JBL наушники стоит брать. Александр, после последних моих личных тестов JBL, а я о них не рассказываю, потому что не хочу страйка. Может, когда-нибудь расскажу, когда буду понимать, как это работает. Они плохие, но это только для подписчиков моих. А остальные можете думать, как хотите. Если это, опять же, не топовые уши за 20-ку. И все, что там 3-7 тысяч, ну, хламантин. Я покупал 2 пары, у меня дома есть. Почему сейчас сидишь в Huawei Watch? Потому что я их тестирую еще раз, потому что меня просят их тестировать, продолжать тестировать. Стоит ли брать Xiaomi Air первого поколения? Однозначно нет. Не хочешь ли Samsung Galaxy Fold? Нет, Кирилл, однозначно не хочу. Hello GT 2 лучше, чем Hello GT 1 Pro? По мне, да. Что скажешь про KZ10? У меня вроде был обзор на них. Посоветуйте, что можно взять, цена, качество до 60. Топ-10 на канале. Внизу в прикрепленном комменте ссылка на этот обзор. Где сейчас можно достать Meizu HD50? Да, HD60-то не просто купить, а вы говорите про 50. А чем вам 60 не нравится? Как вам Falcon Eye? Ильдар, по отзывам у очень многих людей они дохнут, у меня они не сдохли, мне повезло. А так, если предположить, что они не умрут, просто топовые наушники за свои деньги. Что взять бюджетного ТВС для прослушивания электронщины? Что угодно. Вот что угодно из канала, вот из этих топов. Посмотрите, послушайте. Стоит ли брать наушники Beats? Если у вас есть деньги, однозначно да. Блин, лайков мало. Это смотря как смотреть. Не забываем прожать лайк, кто новенький, и подписаться на канал. Все обзоры у меня очень короткие, длинные, только вот такие вот стримы тематические. Я думаю, всем нам интересно. Во всяком случае, мне приятно раз в неделю в воскресенье с вами пообщаться и поотвечать на вопросы. В основном они должны быть в идеале про то, что я уже обозревал на этой неделе, но как-то у меня не спрашивают. Стоит ли брать AirPods с андроидом? Да. Почему нет? Микрофон там топ. Тиса i6 не было, i5 я только вот тестирую. Уже какой 4-й месяц. Ты пропустил топ 2019 года Pamus Lite. Олег, это хлам. Зайдите на Amazon, прочитайте про Pamus Lite и забудьте про русских блогеров. Ну, можете и про меня забыть заодно. На Амазоне очень честные отзывы, а все, что вы видите в экране своего телефона, 10 штук за какой-то ноунейм, 10 тысяч рублей, серьезно? Что такое Pamus, что такое Vivo? Вот убейте меня. Это не AirPods, это AirPods стоит, может стоить, это Apple, это самая большая фирма в мире. Это Samsung, которая сделала уже свой бренд и продает этот хламантин по 10 тысяч рублей. Но какие-то там Pamu, серьезно? А вы говорите Xiaomi зомбари. Спасибо тебе, дорогой, молодец, пожалуйста. Советую AirPods, лучших вкладышей нет. С андроидом легко остаются, звук крутой. Алексер, я с вами абсолютно согласен. Плюс гарантия, плюс очуменная автономность, плюс быстрая зарядка, еще много других плюшек. Ненавижу яблоко. Эти уроды сделали 3 года назад очуменные наушники, и ни один человек не смог их повторить. Какие беспроводные наушники взять до 50 баксов? Топ-10 в прикрепленном комменте. Ссылка на ролик. Стоит ли
того геморроя с подключением AirPods к Android. А там, Слава, никаких проблем нет. Вы по Bluetooth также их подключаете и все. Просто если вы хотите полный фарш с вашими маленькими приколами из разряда переназначения кнопки и т.д. и т.п., то вам нужно скачать какую-нибудь программку. А так нет. Али Ахмедов, напишите на название транслитом. Ну, Али можно не блокировать, Ронда, это и он еще более древний, чем ты. Я ему и так отвечу. Спасибо за стрим. OnePlus Bullets 2. Есть какие-то подводные камни? Нет, они дорогие. Ну, опять же, я их покупал за 6 тысяч, сейчас их реально за 2,5, за 3,5 купить. Расскажи, пожалуйста, про 50 тысяч, и 90 тысяч. Данила, еще раз напишешь, я тебя забаню, потому что я еще раз повторяю, у меня есть обзор на канале, посмотри. Но подделки я не советую. Нормальные подделки, но сколько они будут жить и что сделают с твоими ушами, я не знаю. Все функции AirPods работают с Android. Dior, по-моему, не работает функция поиска. Может меня кто-то поправить. Дальше. Привет с Новым годом. Подскажи накладные Bluetooth наушники с хорошим микрофоном. С хорошим Вовка не появлялись у меня. А вот с хорошим звуком миксайдеры были топом. Пользуюсь Xbox 3 с Galaxy. У меня все отлично. Паша, спасибо за стрим. И тебе, Паша, спасибо за то, что побывал на стриме. Когда будет обзор на туалетную бумагу? Расим, скорее всего, никогда. Примерно за какую цену нормальные наушники? $20, 19-15. Какие наушники лучше для басов? Silo BLS-101. Есть на канале. Сенсор уха AirPods не работает на андроиде. По-моему, есть программка, которая позволяет ей работать. Какие проводные наушники посоветуешь? КЗшки. КЗ все более-менее нормальные. Вот то, что у меня были на обзоре. Обзор я делал на одни, но у меня, по-моему, их 3 пары. Из тех, что лежат на столе, для меня самые лучшие тисовские, скорее всего, и Фанкл, если они у вас не сдохнут. Не знаю, и те, и другие мне нравятся. Поэтому в плане дорогих Мифа OU7, но они слишком дорогие, поэтому рассматривать их особо я не хочу. Подделки AirPods не стоит брать. Орлянка 2 раза покупал, 1 раз удачно, 1 раз нет. Вот именно, Данил. Проще 1 раз купить оригиналы. Если уж совсем. Что скажет JBL Free X? Нашел по хорошей цене в Украине. Вова, если это оригинал, если вы их слушали, если вам они зашли, почему нет? Как успеваешь заряжать столько носимой техники? Расим, но я пользуюсь конкретно одним гаджетом, когда я его тестирую. Извиняюсь, есть наушники подешевле для игр, только Bullets 2. Все остальные имеют задержку, либо проводные покупайте. Какие самые дешевые на столе? Tisa i5, по-моему, они самые дешевые. Эти QCY еще. Но QCY то дешевые, то дорогие. T5 то 1200 рублей, то 6. Их не поймаешь. Чего ждешь от Mi Watch? Данила, у меня есть обзор на Mi Watch. Я тебя очень прошу, посмотри канал, а потом задавай вопросы. Vivo это OnePlus, а OnePlus это Oppo. Михаил, мне не важно. У OnePlus есть название. OnePlus, у Vivo есть свое название. Вы к чему это хотите? Хорошо, у OnePlus есть Bullets 2, стоит 3500 рублей. Вы предлагаете мне их ТВСки купить за 10. Почему? Потому что название Vivo. Vivo, крутое название, давайте купим за 10 наушники. Я вот фирмы Vivo не знаю, я не пользовался их техникой, у меня мои подписчики не пользовались их техникой. Вы можете, конечно, подписаться на канал и написать, я подписчик, я ими пользуюсь. Я вас поздравляю. Я потом зайду на Amazon, посмотрю отзывы на них, прослезюсь и поздравлю вас еще раз. Внутриканальные прибеги хорошо держатся. Заказал Т5, сделал ошибку. Панда, все норм, но вы должны понимать, что в шапке, если она хорошо прилегает, будет проблема. Не забываем прожать лайк, может быть 400 лайков наберем, будет круто. Меня так кинули, морской кинул, успокойся, модератор, ничего не понял. Ронда, сплошные БУ уже смотрел. Разница в звуке есть, если слушать наушники с Bluetooth 5.0, а телефон 4.2. Нет, Никит, может быть, единственное, они будут быстрее разряжаться, это раз, и два, могут быть, в принципе, гипотетически, не шумы, а разрывы, такие временные. Easy Like, ты молодец. Адигайл, спасибо большое. Мимикс Альфа заказал. Ну, конечно, Расим, я похож на миллиардера. Саша сейчас смотрел Ерехона, Сойник. Еще будет какое-то упоминание меня. Точнее, не меня, а других каналов. Я буду банить. Тем более Масюсиков. Вы вспоминаете Вилсакома? А всю эту шушеру, которой я тоже был. Вы понимаете, что есть два типа каналов. Есть каналы балаболов и каналы техноблогеров. Техноблогеры это, конечно же,
Вилсаком, который без разницы продажный, не продажный, это чистый техноблогер. Я не видел, чтобы он устраивал какие-то разносы каким-то каналам, вообще чихать. То же самое, наверное, распаковка да упаковка. Такой распаковочный канал. Потом, что еще интересного есть? Григорьев. Хотя я с ним часто не согласен, но это тоже никакого левой инфы. А есть каналы, которые хайпят просто тупо. Можно же нарезать что угодно. Так что не будем о обезьянках, а продолжим о теме. Вилсаком говорит: окей, пока. Nice стрим. Хорошо, Milky Way. Есть еще канал 808. Да, они Газпрому принадлежат. Очень крутая штука, Троян. Посоветую недорогие наушники с активным шумодавом. Нет таких. Стоит ли Meizu Pop брать для Meizu или другие варианты поинтересней? Не важно, что вы купите для Meizu, потому что Meizu Pop довольно тихие. Sonic, да ничего страшного, просто я могу тебе назвать каналов 18 вот с подобным контентом, которые пытаются вырасти, не делая нифига на ком-то. Вот. Но нежелательно мне вспоминать о них, потому что это реально реклама. Они мне делают рекламу, это не первый, не последний канал. Я им рекламу делать не намерен даже на стримах. Когда купишь Mi Band 5, сделаешь обзор? Конечно же. Довелось ли пользоваться SoundPits? Нет. Хотел купить, но не купил. Богдан, это Huawei GT2. Где лучше и дешевле покупать наушники? На Алиэкспрессе. Но опять же, вы можете сравнивать Banggood, допустим, GD. Кое-что я покупал на GD. На GD я купил дешевле, по-моему, Huawei вторые. Прям значительно дешевле. Ексорка, ты как будто вот шутишь чуть-чуть, ты же уже не первую минуту на канале. Зайди ты на сам канал, на Т5, на QCY Т5, у меня есть обзор на 4 минуты. Это быстрее, чем слушать то, каким образом я прошу тебя его посмотреть. Спасибо тебе, дорогой, за честность и удачи. Пожалуйста, Александр, рад, что вы побывали на стриме. Meizu HD не боится мороза? Бегал ли ты их во время мороза 20 км? Сергей, у меня максимум было минус 12, сегодня бегал десятку в них, и вроде бы они живы, но опять же нужно потестировать их месяца 3, для того, чтобы сказать, что вот они мороза не боятся, и настолько-то села батарея. Батарея все равно просядет, от мороза тем более. Что насчет Razer Phone, думаешь? Он уже более-менее адекватных денег стоит? Нет. Посоветуй тогда, пожалуйста, хороший с активным шумодавом, не за космос денег. Артур, миксайдеры, по-моему, если накладные, E7, вот. Наверное, так. Или адекватные деньги 21 тысяча. Третий AirPods берите. Что вы скажете о QCY QS2? Ничего, у меня не было, по-моему, на них обзора. Друзья, пожалуйста, пользуйтесь поиском на канале. На многие вещи я не могу ответить, потому что я их не видел никогда, эти девайсы. Привет, стоит сейчас брать вкладыши от Xiaomi или подождать следующей версии? Тимур, после того, как хайп чуть-чуть прошел, я думаю, можно. Почему нет? Я не думаю, что они когда-то догонят. Говорю, 3 года понадобилось Xiaomi для того, чтобы повторить первые AirPods. Сколько лет им еще понадобится, чтобы их допилить, я не знаю. Купи ты себе Redmi AirDots и все. Спасибо большое за ваши обзоры. Обзор пуховиков бомба. Будут ли обзоры рюкзаков для ноутов? Виталий, если вы посмотрите на канале, они были уже. И еще будут. Да, кстати, бесит жирный... Да, Миксар Гон. Мне нравились его обзоры, про кого вы говорите. То, что он с собой сделал. И, ну, как бы, это печально, что люди уходят из железа, когда они могут более-менее красиво об этом рассказывать. Я сам его смотрел, пусть с матами канал, но мне было интересно. Я взрослый дядька. И смешно. А сейчас это просто говно на вентилятор. Говно на вентилятор приносит много денег. Говно на вентилятор приносит, наверное, какое-то моральное удовлетворение. Но нужно четко понимать, что железо, вот мы собрались для того, чтобы пообщаться в первую очередь. И общая тема у нас простая. Это железки. В тот счастливый момент, когда тема станет как ульки, ну, я буду считать себя моральным уродом. Почему? Потому что говна в жизни хватает, и гигей сколько. Хочешь, выйди там, в пивнушку, сходи, по морде кому-нибудь дай, получи по морде, все будет в огне. А вот эта вот какашечная тема через экран, это последнее днище. Ладно, не будем об этом. Меня вот, видите, уносит. Когда я спортом начинаю заниматься, меня начинают уносить в то, что курить в экране это днище, это просто карма, что, не знаю, писюны у этих людей отвалятся, и дети будут моральными уродами, пусть меня вспоминают, тех, кто курит на экране. Либо пропагандируют там никотин, еще какую-нибудь херню. Ну, короче, я мыслю довольно вот так узко.
Есть моральные уроды, хочешь стать моральным уродом, пожалуйста. Моральные уроды больше всего зарабатывают. Вот. Капец, для 35 ты молодо выглядишь, бегай по двадцатке, будет все норм. Да это все, неважно, неважно, сила, скорость, выносливость, мозг. Балабол для ПК или для мобильных? Максимка, смотря как смотреть. Кстати, спасибо за обзор куртки с подогревом Cotton Smith. Купил и не жалею. Петр, я очень рад. В первую очередь, видите, фишки вот этих всех шмоток от Xiaomi в том, что ты понимаешь, что ты ходишь в чем-то уникальном. И, возможно, это не важно. Возможно, она не стоит своих денег. Она там в Китае стоит 3500 рублей. Но вот это осознание того, что ты приобщен к чему-то мировому, мне важно. Не знаю. Я понимаю, что, допустим, моя любимая куртка, если честно, это Adidas Porsche Edition, пуховик. Ее уже не выпускают. Я ее купил на лютой распродаже, но все равно отдал 12 тысяч рублей. Но в то же время мне пришли эти 3 куртки Xiaomi, и что вы думаете, я их ношу. Я ношу вот эту вот вонючую штуку. Она уже, слава богу, не воняет. Мне она нравится, как выглядит. Мне не важно, как я выгляжу в ней. Мне нравится, как она выглядит. Вот, наверное, так. Так, кто курит, и у того жизнь убудет. Да не, черт с ним, что у него убудет, у его родственников убудет. И дети будут уродами. 14 канцерогенов и 138 ядов. Я говорю, человек может себе хоть что делать, не знаю, вены вытягивать прямо через глотку. А то, что из-за этой херни у кого-то будут дети уродами, 14 канцерогенов. 14 канцерогенов. Вот меня это дико... Вот вы спрашиваете слово «бомбит». Вот слово «бомбит» как раз идеально подходит для табакокурения. С иглы можно слезть, с алкоголя можно слезть, с сигарет слезть вообще почти нереально, и это сделает ваших детей уродами. Если не детей, то внуков 1000000%. Это доказано. А люди курят у вас на экране. Вот некоторые, про которых вы вспоминали. Какие из дешевых ТВС лучше взять? Hello GT2. Что за накладные? Meizu, последний обзор на канале. Sabat E12 Ultra норм. Кейт. У Сабата есть такая тема, у них особый внешний вид. Если он вам заходит, если вам нравится, как они выглядят, то, наверное, норм. Вечер бодрый. Подскажите, как зимой себя ведут ушки OnePlus и АКБ зимой? Эдуард, у меня до минус 12 была пока только температура. Сергей, я не разбираюсь вот в этой терминологии. Я могу сказать матом, а не матом, видите, синонимы молодежные подобрать не могу. Купил 2 года назад накладные Bluetooth наушники Альфа за 1000 рублей. Играют неплохо и не ломаются. Встречал ли какую-то такую фирму? Не-а. Атлантфа. Не встречал. Стоит ли брать Powerbank Xiaomi с 2018 года? Смотря когда его выпустили, видите, дело не в модели. Какие недорогие ТВС вкладыши взять? Redmi AirDots Hello GT2. Верные мысли. Спасибо большое, Али. Это так же, как по поводу религии. Если она делает, если религия заставляет человека становиться лучше, не пить, не курить, заниматься спортом, не знаю, делать карьеру, творчество, еще что-то, она топ. Если она заставляет его надеть на себя что-то и сигануть откуда-то, она не топ. Вообще, какие наушники за 3000 купить? Может быть, Fake Air, а то дизайн такой нравится. А все огромные. Дмитрий, кроме Fake Air, если под Air, то только Air, да, либо i90 тысяч какие-нибудь. Но опять же, я не советую, потому что неизвестно, что туда пихают. Как-то их, вот они есть сегодня, эта фирма, а завтра их нет. Что взять, Syllable S101 или Mi AirDots 2 Pro? Однозначно Syllable S101. Посмотрите, Кирилл, мои обзоры. Если один человек курит, то весь род его семьи будет ужасным, мягко говоря. Мартинг, нет, я просто считаю, на себе меряю. Просто сиги это тяжелее всего соскочить с сигарет, мое мнение. Давайте вопросы по теме стрима. Мы все за спорт и здоровый образ жизни. Рондо окей. Что лучше, Сабат или Мифа? По мне Мифа, потому что они более разнообразные. Хотя у них тоже, видите, они хотя бы попытались сделать из большого кейс маленький. Сабаты клепают одно и то же. Мое, опять же, мнение. Расскажи про Redmi AirDots или лучше купить Mi AirDots? Лучше купить Redmi, они дешевле. Какие наушники? У меня есть сравнение на канале, кстати. Какие наушники на каждый день и для ПК? Микрофон важен, можно посоветовать до 50 баксов. Очень желательно, чтобы кейс был Type-C. Если вы рассматриваете вкладыши, Pro 2 возьмите, будет норм. Вот мне не нравится Hello GT, какие другие взять? Redmi AirDots, привет, здорово, Серж. Почему Hello GT2 заслужили отдельного обзора, а GT1 нет? Богдана, вы посмотрите, на нее тоже был обзор. С Новым годом! Скажу тебе, спасибо тебе огромное за то, что делаешь. Очень рад за тебя. Посоветую ТВС до 100 баксов.
Ну, OnePlus и Funkel разные вещи, Velour. Ты можешь взять и те, и другие, потому что OnePlus, они на шнурке, их реально до 3500 рублей купить. На распродажах пацаны покупали. И Funkel стоит, если I, то 2500, если W1 вообще 1200. Есть ли у вас текстовые обзоры? Нет, Сергей, не успеваю. Вот я в Ну, у меня тексты есть, а обзоров нет. Почему Major 3... Промолчу, байбайка, не пишите такие штуки. Динамические драйвера, арматурные, будут ли играть роль в ТВС? Играть в ТВС, да. Драйвера, они, ну, по моему, опять же, мнению, арматурные драйвера и по моим ощущениям позволяют лучше воспроизводить верхние частоты. Марк Твен бросить курить очень легко, а сам, как, да, минимум 5 раз бросал, круто. Спасибо за обзор, красава, очень быстро и информативно. Расим, вам спасибо. Что называются наушники, ты сказал, Syllable, можно имя? Syllable S101, S по-английски напишите 101 в поиске на канале, они вам выпадут. Что за игрушка рядом с большими наушниками? Эти две игрушки, это Xiaomi-шные игрушки, у меня они есть обзор на канале на 9 таких Xiaomi-шных игрух. Что лучше, Mi AirDots или HBQ Q32? Я не знаю, что такое HBQ Q32. Кстати, кто хочет помочь каналу, может стать либо его спонсором, либо донат в прикрепе. Это так, если спросите, когда спрашивают. У меня Mixsider, только одна модель была наушников. Mixsider. Я у Mixsider'ов тестил 2 пары ушей накладных, и те, и другие мне понравились. Wiser TP, Wiser стоит своих денег. Эдуард, они очень много поломок, можете почитать в комментах. GT2 и T5, ну ответь, T5 возьми, Али. Эх, вопрос пропустил. Богдан, напиши еще раз. Хотелось бы увидеть обзор регулируемых эспандеров и утяжелителей по адекватной цене. Ну, по адекватной цене утяжелители с Китая вряд ли кто-то будет возить, понимаешь, Дмитрий? То есть, и что значит регулируемых утяжелителей? Они все, по-моему, регулируются. Берите тяжелее, берите легче, покупайте. Какие ТВС, какие наушники ТВС взять, чтобы принимали... Ничего не понял. Про лайки не забываем, да, спасибо большое. Добрый день, спасибо за ваши обзоры. Интересует ваше мнение о медиаплеере Xiaomi Mi Box S4K UHD. Кирилл, вот, у меня появится телек, и тогда я смогу об этих штуках рассказывать. А так у меня телевизора пока нет. Meizu Flow Norm, не знаю. Ексорка, ты меня решил добить просто. Я же помню, что ты мне постоянно пишешь про уже, наверное, 10-ю модель наушников. Я их не тестировал. Пользуйтесь поиском на канале. Привет, Польза, извини за вопрос, а почему не показываешь свое лицо? Мармок. Не хочу. Я слишком часто объясняю, почему. Сразу видно, вы не мой подписчик. Я есть в Инсте, в Фейсбуке и ВКонтакте. Хотите увидеть мое лицо? Вот. Может быть, когда-то я буду вести стримы с лицом. Пока я не готов морально. Потому что мы перейдем потом на личности с очень многими людьми. Я не удержусь. Какие уши взять до 3000 рублей, скажи, пожалуйста. Во-первых. Во-вторых, это отвлекает от железа. Так я могу показать вам. Эй, Samsung, не советую Samsung, QCY, советую QCY. Кстати, QCY, вот эти уши мне прислали с браком. И вернули деньги в тот же день, как я открыл спор. Вот такое дело. Официальный магазин, пожалуйста. Вынь да положь, никогда бы в жизни не поверил. Есть ли разница в звуке между Meizu Pop 1 и Pop 2? Summit очень незначительно, но Meizu Pop 2 незначительно лучше выводит верхние частоты. Запиши видео на тему чего. Вы имеете в виду часто задаваемые вопросы, Мор? Если наушники вкладыши недорогие, i90K TVS, не знаю, что такое. Авей не нравится фирма. Вот авеевских Богдан, у меня тоже было несколько наушников, все не понравились. По-моему, на одни из них даже сделал обзор. Какая лучшая копия AirDots? У меня была i11 90 тысяч Pro Max. Вот, да, Ю пишет, у меня есть на канале. Lacras, один из новеньких, получается, спонсоров. Очень бы хотел обзор телефонов на андроиде для тех, кому камера не важна, но остальные характеристики хотелось бы топовые. Mi Max 3 присматриваю замену. Ух! Недешево вообще. Но я подумаю. Хорошо, спасибо за идею. Что думаешь о наушниках Philips? Philips можно послушать в магазине, не думаю о них. Базеус нравится? Нет, у меня 2 пары. Одни базеусовские наушники где-то здесь лежат. Я вам даже
Базеус Безус. Вот они лежат у меня в упаковке, мне их прислали бесплатно. Бесплатно. Мне они не нравятся. Не нравятся, я не знаю, как делать обзорно. Вроде люди прислали. Мне очень часто пишут: чувак, тебе что-то присылают, а ты хейтишь. И вот лежат они мне. Ужасный звук, ужасный... Ну, звук не такой ужасный, ужасная форма. Я не знаю, что их дернуло вот такую штуку сделать. Коробка красивая. Ладно. Расскажи о фирме QCY. Что о ней рассказывать, дочка Xiaomi? Что за игрушка у тебя в руках? 120 рублей от 60 до 120 на Алиэкспрессе. Кубик, чтобы успокаиваться. JBL E90, E50 хороший абрикос. Я рад, что вы так думаете. Как стать спонсором? Кнопка под видеотрансляцией, спонсорство. Второй вариант, вы пишете, можете платное сообщение просто бросить. И третий, есть Dotation Alerts в описании к видео. Донат кидать. Александр, что делать? Ссылка на донат глючит. Самит, по-моему, у многих такая штука, я поэтому его удалил, эту ссылку, а потом снова поставил. Проще платные сообщения посылать. Что лучше, Xiaomi Mi Band 4 или Honor Band 5? Мне Mi Band 4 больше нравится, ноунеймы, и есть сравнение на канале. Не забываем лайки. Не забываем. Какой брак был в QCY? Не заряжался один из наушников. Привет, посоветуйте отличные беспроводные наушники, твое мнение. Есть топ-10 на канале в прикрепленном комменте. Хочу купить Baseus Enchek. Вот этот вот. Мое мнение, они плохие, если вы про них. Планируете ли купить наушники с Bluetooth? Присмотрел наушники S101 Syllable. И на S101 Syllable у меня был обзор. Power HBQ я не тестировал. Поэтому не могу сравнить. Syllable мне понравились. Басы прямо зло. Привет из Челябы. На наушники много обзоров. А обзоры на Bluetooth колонки будут топ-10. Николай, они есть. 10 колонок есть, по-моему, на канале. Может даже больше. Какие ТВС наушники лучше всего купить в комбинацию с телефоном Xiaomi? Турун, опилки. Любые. Redmi AirDots купите. Какой брак может быть у Redmi AirDots? Mad Max. Миллион вообще разных вариантов. Начиная от того, что они не будут коннектиться, заряжаться. Не знаю, много всего. OnePlus Bullets 2. Никита, спасибо. Стоит ли брать Redmi AirDots? Да, почему нет? Челяба. Ты имел в виду Halo GT 2, когда я спрашивал про вкладыши? Это же затычки. Нет, про вкладыши, когда вы спрашивали, я сказал Tisa iX. А есть топ-5 вкладышей на канале. Есть вообще такая плейлист у меня топов. Там кроссовки, наушники, телефоны, еще что-то. Можете посмотреть, и на каждый из этих девайсов, что там есть в этих обзорах, есть отдельный обзор. В описаниях везде есть на них обзоры. Ты считаешь Mi Band 4 норм браслет? Да, он отличный за свои деньги. Daycom, исходя из моего опыта, делают вещи. Я своими доволен. Мора, я же еще раз повторяю, я говорю только про наушники. Все, что у меня было от Базеуса, начиная от ручки, вот этого сенсора и заканчивая кабелями, все норм. Норм. Может, оговорился? Да, может быть, легко. 81 минута балабольства после, тем более, обзора. Делал я сегодня обзоры, если вы заметили, когда у меня уезжает семья, я делаю обзоры каждый день. Вот, кстати, что Motorola TVS. Максимка, дорого. Motorola, он для меня вот no name. То есть, когда они выпускают уши по цене ушей от JBL, ну, флаг им во все места. Ссылка на донат какая-то глючная или только у меня? Кипер, наверное, я вроде старался вставить нормальную. Может быть, только у вас. Не, в плане того, что она, да, она не активна, точно. Простите. Я не знаю как, я говорю, я вот канал уже сколько? Третий год у меня идет. Я, по-моему, раза два делал эти штуковины из разряда для доната. И все два раза у меня что-то 0 вообще. Просто 0. То есть, если так сообщения во время стрима еще какие-то закидываются кем-то. HBQ не знаю фирму, сразу говорю, что лучше Redmi AirDots или Mi AirDots. А у меня есть сравнение на канале, поэтому вы можете, в принципе, совершенно свободно посмотреть, вот, и узнать, как бы так. Сейчас 5 секунд. Что у нас еще? В чем разница Halo GT 2 или Halo GT 2 3D? Понятия не имею, у меня были только на обзоре Halo GT 2.
Поэтому вот так. Короче, по донатам ничего не знаю. Голос как обрабатываешь для видеоролика? Какая-то штука есть. UEDAB, AU. Вот на ней. Но это последний, наверное, обзоров 10. Что лучше качественный звук, от GT1 или GT2? Я под GT2 взял. Без вот этого, господи. Слышал про Hoka ES36, понятия не имею. Смейл, если там нет на YouTube о них информации, это не значит, что они супер секретные, мега крутые уши. Это значит, что они никому не нужны. Чтобы фирма начала быть кому-то нужна, она должна либо там вот купить миллионного блогера, который о них расскажет, рекламу там, либо просто разослать там маленьким блогерам по 10 тысяч человек, и чтобы они посчитали, что это еще нормальные уши. На это очень много денег нужно и времени, чтобы фирма приобрела имя. Знаешь про Комвон? Нет, мне Кован не нравится фирма Авиол. Если не знаешь наушники HBQ, можешь сделать обзор. Вот все, кто просит обзоры, напишите мне в контакт или в комментариях к видео, вот сейчас к стриму к этому, и мы с вами что-нибудь там сделаем. Pen Pony Coder, Meizu тебе заплатили за последний обзор. Pen Pony Coder, мне вообще еще никто не платил. Вот я канал в 117 тысяч человек, я не знаю, как зарабатывать на этой рекламе. Я Meizu пытался дать, писал, наверное, месяц, чтобы они мне дали скидку. Как вы думаете, они мне ее дали? Нет. Я купил эти уши за полную стоимость, 79 баксов. И сказать, что мне обидно, это ничего не сказать. Они мне понравились. Потому что я как блогер хочу хотя бы скидку, хочу хотя бы первый получить. Нет, я получил их через 2 месяца, скидку мне никто не дал, и теперь еще вы пишете, Meizu платит за обзор. Meizu чуть не подыхают, у них фирма уже без 5 минут труп. Ее датирует само государство в Китае, поэтому они никому ничего не платят. Они платили, не буду называть каким блогерам, у которых по полляма и по миллиону, но потом у них деньги кончились, и эти блогеры стали их хейтить. И если они их хейтят, это не значит, что Meizu хлам. Если вы заметите, у меня проводных Meizu вообще нет. То есть есть же Meizu на шнурке EP62. Я вот дал себе слово, пока мне на них скидон не дадут, я их не куплю, потому что по мне они стоят космос. В итоге мне скидку никто на них не дает, я их и не покупаю, и не рассказываю. Но про HD60 у меня спрашивало человек 300, притом в личке, поэтому я их купил. Вот, если кратко. Дальше тут человек спрашивает, ничего не понял. Я вот чисто случайно зашел. А о чем речь, хлопчик? Речь о том, что беспроводные наушники до 20 баксов. То же самое, что наушники в районе 150 баксов примерно. Blitzwolf опять хлам, Данила. У меня были, они глючные, я о них не делал обзор. Надеюсь, FIA 6 придут нормальные. И я на них сделаю обзор. Вот. UQ 70. А я их заказал, кстати, по-моему. Вот это 60 UQ, по-моему. Вот. Q, точнее, 60. А 70 я тоже заказал. Какие накладные Bluetooth наушники можешь порекомендовать? Миксайдеры любые, вообще топ. Ну, хотя народ пишет, что у них помирают через год, но год. Год за 2500 купил крутые, и все good. Алексей, я не помню, какие есть aptX HD. Какие-то есть. Продай свои любые. Александр, смысла нет, покупите за 1000 рублей Redmi AirDots на Алиэкспрессе и все. С доставкой. В наушниках Baseus W7 стоит Type-C, а JBL, который стоит дороже, Type-C нет. Artinotic, к сожалению, вход для зарядки бокса это не самое главное. Я об этом даже, кстати, не вспоминал, когда называл эти 10 пунктов, потому что это все лабутень. Но будете вы использовать другой кабель, да и черт с ним. Зато стоит не 150, а $20. AAC или aptX? Сергей бытует мнение, я его придерживаюсь, что особой разницы дикой нет. Во всяком случае, для MP3 100% нет никакой. Компу как подключить, чтобы был aptX? Вы шутите? Компу вы можете либо проводом, либо через Bluetooth, и если Bluetooth поддерживает кодек, как я понимаю, я не знаю, что это за изврат. Я компу подключаю только проводные. Ну беспроводные к ноутбуку. Да, но я не заморачиваюсь, на каком кодеке. Они, по-моему, пишут даже сами. Что за плеер лежит на столе? Их два, это $20, а это FIO M5 100 баксов, 90.
Твое мнение, Blitzwolf FIA 7. Валентин, мое мнение, что меня добили с ними, я их заказал вчера за 1000, по-моему, 900 рублей. И я обязательно сделаю обзор, будет вам ясно мое мнение. Есть сравнение кодеков на Харби, там все понятно расписано. Да, и есть вообще очень много, где сравнение кодеков. И вот. Максимус, спасибо большое за ваше мнение. КЗ Е10 норм за свои деньги. Влад, если вам не придет брак, да. Какой шнурок, если не Bullets 2? Huawei Freelace. Мне понравились, но это если у вас есть Huawei. Потому что вам придется все равно как бы перепрошивать их только с Huawei. Здравствуйте, что за QCY на столе? Ингмар. На все эти наушники есть обзоры на канале, поэтому я не знаю, про какие QCY вы имеете в виду. Кьюшки, они очень похожи, если честно, и по звучанию, и по цене. Вот. Как тебе Halo GT1 Pro? Много эки-ова по отзывам брака, поэтому я бы GT1 или GT2 советовал. Хотя у меня покупали подписчики, и ничего с ними не было, с этими ушами. 10-й раз спрашиваю, FreeBuds 2 Pro стоит своих денег? А зачем вам Pro? Pro нет, 2 да. Xiaomi AirDots Pro и без вот этих Yo и т.д. и т.п. На канале мата нет, напоминаю, если не хотите, чтобы забанили. А забаненных, наверное, 1500 человек уже найдется. Почти год мучений с AirDots. Угу. Называется сэкономил. После вашего обзора заказал GT2. Кирилл, если вы посмотрите на AirDots мой обзор, мне кажется, вы не захотите их покупать. Halo GT2 советую, да. Xiaomi AirDots Pro 2 в 2020 году норм, а почему нет? Как вы записываете звук с микрофона наушников для обзоров? Никак, по проводу. У меня стоит микрофон Blue Snowball и по них записываю. Взял Tronsmart Onyx за 12 баксов. Мои поздравления, Алекс. Видите, здесь лежат тоже Tronsmart. Про таких людей, как вы, 12, то есть 620 рублей. Нет, я в эту цифру не верю. Скидывайте мне скрин. Саша, а X реально довольно тихий или у меня брак? Вполне возможно, что тихие. Попробуйте с другим телефоном, Трагер. Ну, вкладыши за 1500. Ничего не хочу сказать, но даже подделки стоят 2500. Довольно тихие, но они не прям в хлам тихие. Скузи, если... Ну, попробуйте, говорю, с другим телефоном. Плюс еще попробуйте их чуть-чуть прогреть. Это бред для беспроводных наушников. Ну, может, сработает. Это без сарказма. Добрый вечер. Подскажи, у меня Xiaomi Mi 8, который флагман. Сам я хотел бы, чтобы подобный AirPods, хороший ли вариант i90 тысяч Max. Нет, AirPods хороший вариант, i90 тысяч Max это подделка. Альтернатива Halo GT1 Pro. Halo GT2 или... Я не знаю, у меня не было прошки, у меня на нее очень много негативных отзывов. Мне народ очень часто пишет, ты писал про Halo GT. Хороший отзыв, обзор хороший сделал. Да, мне не нравится. Мне пришел хлам, скинь мне скрин, скидывает Pro. Я говорю, ну зашибись, я рассказываю про одни наушники, вы покупаете другие, а потом пишите претензии. Какие есть норм беспроводные уши с беспроводной зарядкой? Meizu Pop, но они чуть-чуть тихие. Как вайзеры, очень много брака, очень ужасные их продавцы, Евгений, по отзывам на Алиэкспрессе. Паму мини будут Expo, думаю, нет, они денег своих не стоят. Зайдите на Amazon и посмотрите на них отзывы, а потом расскажите, хотите вы их покупать или нет. Ну, можете посмотреть, конечно, блогеров русских, но я так понимаю, что вы уже насмотрелись их под самое не балуйся. Так же, как американских блогеров не смотрите, а зайдите на Amazon, посмотрите у товара отзывы и отпишитесь мне, купили вы их или нет. А потом отпишитесь, когда купите. Но я не думаю, что вы их купите. После этих отзывов я бы не смог купить. Я думаю, и вы не сможете. Halo GT 2.1 такие же, как разница в кейсе. Я не знаю, Илья. Я знал, что у прошки много брака. ТЧК. GT2 лучше по мне, Андрей. Какие наушники от Tronsmart взять? Санчес. Я считаю, что у Tronsport есть особо огромная плюс. Это в первую очередь, знаете что? Это печаль, это цена. А все остальное это относительно. Я знаю, Майкл, что у меня ссылка на Донат не работает. Она у меня уже 3 года не работает. Я не знаю, как ее настроить. Я ее просто туда вставляю. Можете платные... Давайте я ее вообще удалю, потому что это какая-то печаль. Они меня бесят, эти... Донат что-то там. На распродаже стоили 16,99, 5 баксов купон. А 5 баксов купон за что? За, получается, регистрацию. Не забываем, кстати, прожать лайк.
Может быть, 5 сотен лайков наберет стрим. Все-таки Новый год. Тру-ля-ля, тра-ля-ля. В честь Нового года. Почти во всяком случае, новогодние праздники. Дальше. Как задонатить? Неизвестный можно стать спонсором канала или послать платное сообщение. Будет обзор на наушники Mini Neckband. Я не знаю, что это такое. Скиньте мне, пожалуйста, в контакт ссылку. С Новым годом тебя! Всего самого хорошего, Рахим. Спасибо большое за обзор. Какие наушники посоветуете с хорошим микрофоном? Рахим, есть топ-5 лучших наушников, по моему мнению, с микрофонами лучшими беспроводных на канале. Посмотрите. Можете уточнить, какие Meizu Pop лучше. Meizu Pop 2, не дешевле. Так, купил QC T5, они лагают. Вячеслав, перепроверьте, возможно, и это очень будет большая печаль, у вас подделка. Мне очень много людей в последнее время писало, что купили подделки, я вообще в шоке, в плохом, потому что я думал, кьюшки никто не подделывает. У меня каких наушников хороший звук и хороший микрофон. Андрей топ-5 на канале по хорошему микрофону, там все наушники с хорошим звучанием. Супер стикер, эта функция недоступна в вашей стране. Ну, мне, значит, не повезло, а вам повезло, сэкономили. Спасибо за внимание. Самое главное, вы на стриме, и самое главное, прожали лайк. Лучше Halo GT1 по звуку или по использованию? GT2 лучше. Добрый вечер, с Новым годом тебя. С хорошим микрофоном. Еще раз, Рахим, на канале есть топ-5 наушников с лучшим микрофоном. Посмотри. Meizu Pop 2 или Xiaomi Redmi AirDots Pro? Pop 2 для меня. Беру Xiaomi Mi AirDots 2 из-за того, что у них более-менее хорошие микрофоны. Да, пирожочек, за микрофоны они лучше. Какой iPad самый дешевый брать для игр? Андрей, я не знаю. Мы с другом заключили спор такой. Телефон лучше Mi Redmi 6A, Mi Redmi 5A. По логике 6A, но я вам не отвечу. Потому что я не знаю ни один, ни второй. Рахим, пожалуйста. Это жизнь моего класса. Спасибо большое. Привет. А ты почему не делаете обзоры на смартфоны? А вы посмотрите на каналы, и там больше 10 обзоров на смартфоны. Есть даже топ-5 смартфонов, по моему мнению. Александр, как со мной связаться? Сава, в описании к стриму есть все мои контакты. Facebook, контакт, Telegram, группа, вообще все-все-все. Скажите, пожалуйста, кейс Guru CG Pods. Понятия не имею, что это такое, поэтому не отвечу. Nintendo Switch лучший iPad для игр, да. А что считаешь про A6s TVS типа Redmi AirDots? Стоит переплачивать? Стоит купить Redmi AirDots, а A6s TVS просто хлам. Какие часы носишь? Те, что тестирую, продолжаю тестировать Huawei GT2. Snap 710 сильно уступает 712. Понятия не имею, Андрей, по логике не сильно. Вы что-нибудь слышали о Motorola Verge Buds? Я их даже видел, они слишком дорогие. Артур, еще раз, то, что тестирую Hello GT2. Плеер Benja, хочу его купить. 20 баксов, норм плеер, мое мнение. По удобству, по звучанию лучшие. OnePlus Beats, связка с телефоном OnePlus. OnePlus по логике. Можете Beats взять, но я бы взял OnePlus к OnePlus. Gear X 2018 с памятью или Galaxy Buds 2. Ни то, ни другое, Дмитрий, и то, и другое дно, но вы же меня не послушаете, поэтому покупайте, что хотите. Но это не сарказм, как бы я не хочу вас обидеть, вы хотите, покупайте эти нищенские наушники за бешеные деньги, потому что вас пичат нормально, всякие моральные уроды. Вот. Ну, мрачные эти уши. Какие смарт-часы посоветуешь? Есть топ-10, топ-5 смарт-часов на канале. Видел обзор на GT2 3D. Норм, да. Хорошая. Привет, знаешь фирму Tomcas? Не-а. Hello GT2 будет норм. Так. Евгений, можешь написать мне ВКонтакте, что это за Tomcas? Если бы брал плеер до 20 тысяч, какой бы на проверку взял? EXL, понятия не имею. FIO, наверное, какой-нибудь последний. Привет, как MPOL? Не нравится очень фирма эта. HBQ или TVS? Я не понимаю, что такое HBQ. Вы имеете в виду TVS или это проводные HBQ? Имеется в виду уши. HBQ это фирма же вроде бы. А TVS это True Wireless Sound. Это не фирма. У тебя анимация на Xiaomi Mi AirDots Pro была? Не было. Можете посмотреть обзор. Будет ли обзор на наушники Nokia?
Сомневаюсь, что у тебя в руках? Xiaomi-шный кубик игровой. Не забываем прожать лайк, может быть 500 лайков наберем. Не забываем подписываться на канал. Все обзоры ультра короткие, а стримы ультра длинные, как вы заметили. Да, зацепил я штатив. Не хочу навязываться до Motorola Bird 110 в пределах 25-30. Ильяс не знал, что у них есть такие дешевые уши. Скиньте мне ВКонтакте, попробую купить. Звук ушел, звук появиться должен был. Вопрос, что будет, если у меня на телефоне нет Bluetooth 5.0, но в наушниках есть. Они будут быстрее чуть-чуть разряжаться и, возможно, будет чуть-чуть меньше стабильность связи. HBQ Q32 наушники беспроводные. Хорошо, Виталий, я очень рад, что у HBQ есть беспроводные наушники. Я видел это внешнее мракобесие после того, как вы написали. Я бы их не купил. Мне их предлагали бесплатно, я от них отказался. Но они мрачные. Как бы они выглядят хуже, чем Redmi AirDots. Ну, стоят дешевле, но я не понимаю. Это уже, мне кажется, перебор. $10 с доставкой. Как бы уши не поотпадали. А какие наушники JBL Bluetooth надолго ли хватает? У JBL очень много ушей, можете идти в любой магазин, вам там лапшу на уши понавешивают очень хорошо с ними. Поэтому, или в обзоры посмотрите. Я не тестировал JBL-овские, кроме, опять же, накладных, не полноразмерных, 2 пары, и обе пары мне очень не нравятся дома, которые у меня. Сейчас посмотрел Meizu Pop 2 беспроводной зарядкой, а Pop 1 есть. Нет, больше никакие не посоветую. Есть топ-10 на канале, в прикрепленном комменте посмотрите. Вдруг я смотрел тот обзор Xiaomi Mi AirDots Pro 2, но я думал, может потом, когда новая MIUI вышла, может появилась. Может появилась, я не тестировал их больше. Проси, не особо слежу, если какие-нибудь вкладыши без палочки, как сабаты. Нет, но сабаты тоже нормальная такая котлета. Я не знаю, как можно назвать их муси-пусиками, вы же видели их размер. Мне кажется, JBL половинка купленных обзоров, половину они какашка. Ну вот те, что не куплены, в основном говорят, что не какашка. Не, у JBL есть норм-уши, но они стоят космос. Что скажешь про Sabat E12 Ultra? Сава, дорого. Как думаешь, будешь делать обзоры на что-то другое, типа машины? Нет, Ассет, однозначно. Ноутбуки, компьютеры, может быть, скорее всего. Но во всяком случае я бы этого хотел. А тачки это, да, хайповая тема, но это не моя тема. Я спокойно к ним отношусь. Мне проще на квартиры, на рынок квартир делать обзоры, чем на тачки. Интереснее. Можешь показать магниты на OnePlus Buds 2 при ходьбе и беге отваливаются? Нет, не отваливаются ни при ходьбе, ни беге. А зачем вам бегать с закрытыми ушами? Ну, у меня не отваливались. Вот, долбим их. Но я постараюсь их разъединить сейчас. Разъединил. Но тряска такая приличная была. Взять из наушников лучшие до 20. Redmi AirDots Halo GT 2. Очень хочу Mi Band 4. Хорошо. Это же неплохо. Александр, не игнорь. Подскажи ТВС наушники с aptX HD. А зачем они вам нужны, Сергей? Я понял о чем-то. Из тех, что у меня были на канале, по-моему, одни были. Huawei FreeBuds 3 разве не имеют aptX HD? Кстати. Я вот не помню. Напомните мне про кодек. Или у них только aptX? Нет, у них свой кодек точно есть. И он аналог aptX HD. А еще какие у нас есть? Привет, я снова с вами, здорово. Лучшие Bluetooth наушники есть топ-10 на канале. Почти 5 лайков. Ну почти это не 5. А 90 тысяч макс норм. По мне, да, норм, но неизвестно, что они сделают с вашими ушами и как долго они проживут, что самое печальное. Вот. У Маршалов есть aptX HD. У чего еще? У Sonic есть. У Sennheiser'ов есть. У Аудиотехники и у АКГ. В общем, все это у топов. Не у топов, я потом поищу. Дальше. Что думаешь про часы Xiaomi Kala? Иван, подозрительно дешево. Надеюсь, что они будут хороши. Обзор сделаю. Сейчас будет розыгрыш. Максим, вы попробуйте почитать описание и потом узнаете, будет сейчас розыгрыш или нет. Нет, EXL. С Huawei этот кодек работает. По поводу Huawei FreeBuds 3.
Почему вкладыши безопаснее внутриканальных? Погуглите, потому что вы сами подумайте, вы закрываете звуковой канал свой, и там начинают микробы плодиться. Вы же не час носите, вы их по-любому носите по 4 часа. Купил подписку YouTube чисто, чтобы твои стримы слушать. Просто человек, это очень приятно. Мне приятно с вами общаться. Можно как-то, ну не знаю. Нереально, нас слишком много, чтобы по-другому общаться. Я катаюсь по стране часто, пишу, но никто почему-то со мной не пересекается. Буду в мае в Питере, но это не скоро, а так, если раньше где-то скажу. Ответьте, пожалуйста, Meizu Pop 2 или Xiaomi AirDots Pro или Xiaomi Air 2. Слишком разные девайсы, Данил. Если вам нужна громкость AirDots Pro, если вам нужна безопасность и норм микрофон Air 2, если вам нужны высокие частоты, Meizu Pop 2 и удобство. Что думаешь о QCY T1X, которые с aptX? Pioneer, не тестил я их. QCY T5 отличные наушники. Bad Boy Niga 8. Ну вот это такой опасный ник у тебя, Bad Boy. Sabat E12 Ultra, хорошие уши, стоит ли брать? Если у меня был на них обзор этого вкладыша, у Sabat особая форма, я не знаю, оценивайте сами. Artonic Ignore, с чего Ignore? Я не успеваю на все отвечать. Сейчас людей станет поменьше, будет проще. Надеюсь, вас не станет меньше, добейте до 500 лайков. Есть, спасибо большое. Первый раз, по-моему, за 103 минуты 500 лайков. Хорошая тема, значит. Спасибо за контент, всегда то, что нужно. Вам спасибо. Что скажешь о Amazfit T-Rex? Я, по-моему, их заказал, Вань, сейчас процентов так 95. Хотя они мне по размеру не подходят. Xiaomi Air 2 значительно отличаются от Xiaomi Air. Ну, одни вкладыши, другие затычки, конечно, да. Для прослушивания в метро есть варианты, если я не ошибаюсь. Есть Pro 2. Вот Pro это затычки, Pro 2 это вкладыши. Для прослушивания в метро есть вариант брать вкладыши или только затычки. Вкладыши не перебьют вам метро, вы можете верить кому хотите, у кого-то там FreeBuds 3 у Huawei перекрывают звук в метро, у меня нет. Мое мнение, что никакой там шумодав не сработает так супер великолепно, чтобы вы ничего не слышали. OnePlus Balance 2 низких вообще так мало, базы хоть какие-то есть? Есть, еще как. Кто вам сказал, что там нет низких Balance 2? Я говорю про Meizu Pop 2. Что там мало басов. У Sennheiser'ов есть Bluetooth наушники. Еще как, их много, Андрей. Ну, одни точно, я знаю, 22 тысячи стоят. Где-то 16. Хотел себе купить, потом думал, нет. Я неделю назад заказал AirDots. Не бейте, просто мне кажется, я сделал это не зря. Это зря. Да может и нет. QCY T5 с какими версиями Bluetooth тестил? С версиями 5.0 только. aptX это уже для битрейта 350 килобит в секунду, aptX HD для более высокого битрейта. Я в курсе, там разница вообще, там 500 с копейками. Опять же, это из разряда того, если вы скачаете флаг, если этот флаг будет качественный и много еще чего, да, проще говоря, вам кодека AAC в принципе хватит, а не даже не aptX, Дмитрий, если у нас начинается заруб. Как начинал, бюджет какой? Waymo, я не совсем понимаю, о чем вы, я просто хорошо работаю. Вот, у меня работа хорошая, плюс еще есть, конечно же, какие-то там у супруги доходы, поэтому вот все, что видите на канале, покупал и рассказывал. И продолжаю, покупаю, рассказываю. Я говорю, я Meizu пытался на скидку ломать, они мне даже не... Я 100-тысячный канал не смог выторговать себе у Meizu скидку. Меня это так безумно бесит. Я почему-то думал, что когда я буду 10, когда я был 10-тысячным, что я стану 100-тысячным, и мне все будут давать там товары первым, либо кто-то бесплатно, там большинство. Да какое, даже скидку не дают. Вот можете меня пожалеть, но вот так. Weiser TP1 хорошие. Был обзор, но на них много негативных отзывов, поэтому сами оценивайте, стоит их брать или не стоит. Вот, не скажу. У Sennheiser'ов есть Bluetooth наушники? Повторяю, есть, Андрей, не повторяйте один и тот же вопрос. Что лучше, AirDots от Xiaomi или QCY T5? Я бы QCY T5 выбрал, но у них пластик дешевле выглядит. Единственное, конечно, у QCY T5 пластик такой, да. Вот. Жалею и... Meizu как для связи? Плохо, Тони Сапар, очень. Разве можно, чтобы на QCY уже были подделки? Они же вышли где-то в конце октября. Еще как. Какая у вас профессия? Веймон, ты очень интересующийся, я инженер. Посмотри мои обзоры, ты увидишь, как я последним мультитулом кромсаю кабеля, и все думают, что это двигатель
от машины, а по факту это двигло на 7-м этаже, на крыше, в лютую погоду. И мне реально нечем было больше пилить, потому что я инструменты внизу забыл. Ну, короче, длинная история. Инженер я. Интерстеп CBH 530 норм. Интерстеп ужасная фирма, они со мной связывались. Все, что я их тестировал, все девайсы были ужасны, поэтому я не пошел с ними ни в какую дружбу, так же как Свин. Я не знаю, как можно рассказывать о Свин или о Интерстепе. Может быть, когда-нибудь я стану совсем большим блогером, они мне дадут много-много денег, я о них расскажу. Но на данном этапе жизненного развития это, конечно, мракобесие то еще. Hello GT1 нормально сидят в ушах, не выпадают при беге? Нет, не выпадают. Вы правильно амбушюра подберите. Хорошие наушники до 2500. В описании в прикрепленном комменте есть ссылка на обзор. Вот. Напоминаю, что кто хочет помочь каналу, можно стать спонсором канала, либо отправить платное сообщение, но обязательно, если вы хотите по-настоящему помочь, это поставить лайк этому видео. Вот. А все остальное мелочи жизни. Ну, как бы за остальное тоже огромное спасибо, но самое главное лайк. Не видео, а стриму. Стрим уже у нас идет практически 2 часа. Fake Air или QCY T5. QCY T5, главное не фейк. Я так и думаю, что они за хейта не дают скидку. Может быть, Лонцик. Из-за какого хейта? Нет, про битрейт. Я это ребятам написал, чтобы не задумывались. Понял. О Daycom 6 Pro не хочешь говорить? Бум-бум-бум-бум. У меня, по-моему, были на обзоре. А что, они плохие сильно были? По-моему, они были не совсем дно. Живу в Москве, буду рад гостям. Неизвестный хам, окей, буду в Москве, бываю часто. Ну как часто, раз в 2 месяца, наверное. Wayfan Xbox 3, что о них можешь сказать? У меня есть обзор. Магия. Посмотри, не спамь, пожалуйста. Самар Рашитов. В этих случаях человека блочат. Последнее предупреждение давай. А потом я тебя заблокирую. Если тебе не хочется... Не хотите сидеть на стриме, уходите просто. Вот. Посоветую хорошие вкладыши для связи, кроме айфона. Кроме AirPods, вы имеете в виду. Есть на канале топ-5 беспроводных наушников с хорошим микрофоном. Там даже есть за 1000 рублей. Посмотрите. О, редиска. Вот где мои счастливые, великолепные редакторы. Саша, слабо стрим длительностью, как у президента. Я не знаю, сколько у президента был стрим. Он старый и мощный, поэтому опытный. У твоего FIO M5 есть aptX HD. Смысл в этом кодеке, если уши его не поддерживают. Поэтому и спрашиваю про уши. Я понял, я вообще тебе ответил, Сергей, а ты ушел. Скажи, пожалуйста, Hoka ES32 на обзор. Покупал за 2600. Ага, это копия AirPods. Ну, как бы, подумаю. Про Meizu они хотят рекламу, Лонцик. Ну, может быть. У меня, да, канал не располагает к тому, чтобы у меня покупать рекламу. Что можешь сказать о Blitzwolf 4? Кустик, они мне очень понравились. Посмотрите, есть обзор на канале. Привет, Пользанет. Скажи, пожалуйста, из всех реплик айфоновских ТВС, какой рекомендуешь к покупке? Расу мне понравились больше всего i90 тысяч ТВС Max и ценой, и всем остальным, но я их не рекомендую, как и любые реплики. Часа 4 с гаком. Пока общаемся. Tronsmart Spunky Beats, технологии Qualcomm, маркетинг или нет? То есть технологии, у них просто Bluetooth Qualcomm'овский. Почему маркетинг? Он же не стоит миллионы, миллиарды долларов, он также стоит $1 и все. Скажи, какие топ-наушники по звуку, заказал пули вторые. Тима прямо по полной, однозначно. То есть 100% вам зайдут эти уши. Какие уши брать 32 Ома? Отсортируйте себе и подберите. Я же не каталог вам. JBL T280 стоит брать. Андрей, JBL надо слушать, и я им не доверяю. Если они лоукостовые, то нет. EXL, самый большой донат сегодня. Огромное спасибо. Очень приятно. Дальше. Доставка выигрыша за ваш счет? Да, Максим, за мой счет. Сразу видно, вы не подписчик. i90 тысяч Max или Wiser TP1? TP1 не особо мне дико понравились, хотя понравились. Ладно, TP1 лучше, чем подделки какие-то. Какая лучше? Во всяком случае, вам будет кому что предъявлять, если что. Зубная щетка до 1500. Есть топ-5 зубных щеток Алексей на канале.
Скажи, пожалуйста, когда на Global попадут QCY T6? Понятия не имею, я их даже не видел еще. Даже в инете. Что взять для рока до 50 баксов, и чтобы бегать в них было удобно? Сайлабл S101 только для рока. Ну, может быть, что-то еще я советовал, но вот это помню хорошо. Вот не знаю, что брать, Hello GT1 или Redmi AirDots. Обзоры смотрел. GT2 возьмите и все. Привет, собираюсь приобрести Halo GT2 по твоему обзору. Твои обзоры супер. Спасибо большое, Хамелеон Рассел, Rules. Надеюсь, они вам зайдут. Отпишитесь потом, как вам. Как тебе Huawei FreeBuds Lite? Нормально, у меня был обзор. Пропустил. Какие QCY топ за свои деньги, Виктор? Лучшие, по моему мнению, QCY T5, хотя пластик у них не очень. Либо T1C, старенькие, добренькие. Рейка Корнар, здорово. Я уже твой подписчик. Окей, Максим, можете тогда как подписчик прочитать описание к видео, к любому, и узнать, каким образом здесь проходят у меня розыгрыши и когда. Если было 4000 рублей, то что бы вы взяли? Если бы у меня было 4000 рублей, я бы взял Meizu Pop. Но ввиду того, что я уверен, что вам нужны низкие частоты, конкретно басы, я бы взял Halo GT2 либо Redmi AirDots за 1000 рублей и не задумывался бы вообще, если это ваши первые ТВС. Джон, приветствую, интересный стримчик, пожалуй, послушаю. Спасибо, Джон. Ильнас, дела норм. Михаил, вы советовали колонку Tronsmart Element T6+. Она примерно 75 баксов на Алике стоит. У нас в Минске чел продает новые по 60. Это реально или как можно проверить, оригинал ли? Михаил, да как нечего. Они могут, понимаете, Трансмарты те же. Очень много в Беларуси и в Украине блогеров. А Трансмарт без проблем высылает по 10, может, колонок выслать. И вот люди в Питере, в Москве, там, в Киеве в очень больших количествах достаточно продают эти колонки бесплатно. Ну, как бы им бесплатно досталось, они делают на этом денежку. Здравствуйте, заказал QCY QS2. Что о них скажете? Какие-то из моих Qшек умерли. Я не знаю, какие именно. Вот, не буду вас дезинформировать, потому что это было бы печально, если бы я сказал, что вот эти у меня умерли, а те жили. В общем, проще говоря, думаю, будет все хорошо. Что за Syllable S101 есть на канале? Все правильно вы услышали, только по-английски. Доширак или Ролтон? Доширак. Какие КЗ заказывали? S1, хотя и то, и другое это зло. S1 или S1D? А я не помню уже. Могу посмотреть, но мне кажется, это не особо важно. Человек Бибигон. Бигбон. Ага. Привет. У твоих Halo не было люфта крышки? Андрей, скорее всего, если у вас был, то есть. Но за эти деньги я... Какой Halo GT2 нет крышки? Это вы троллите меня? Троллинг. Троллите. Помоги, у тебя есть Galaxy Buds, у меня черный, не работает индикатор внутри. Нормально заряжается, но индикаторы заряда белые, может быть другой. Да я сам не знаю, помоги, пожалуйста. Джейкин, Galaxy Buds дно, я в них разбираться не хочу. В своих особо не разбирался, потому что это днище позорное. Но самое мрачное, что у вас может быть подделка их. У них очень хорошие подделки по 2600 и очень плохие за 1200. Скоро расскажу о них. Вы уверены, что у вас оригиналы? Если вы уверены, что у вас оригиналы, у вас есть чек, идите и меняйте их на новые. Пусть себе мозг взрывают продавцы магазина, которые вам продали эту штуку. Funkel i или QCY T5? Funkel i дороже, QCY T5. Подскажи самые дешевые и неплохие. Redmi AirDots, Huawei Halo GT2. Я про GT1. Окей, Андрей. Что лучше по звуку, Tronsmart или AirDots? Tronsmart от души это море. Вы какие имеете в виду? S1 это гибрид. На S1 на гибрид Максимку у меня уже был обзор, а S1D я заказал, значит. Они мне еще не пришли. Я тоже нашел на Elite GT2 без крышки сейчас. Они были без крышки Excel. По-моему, GT1 с крышкой. Салам пополам. А почему пополам, гудбой? Планируете обзор на ТВС MPO T5? MPO мне очень не нравится, очень плохие отзывы. Мне пишут, что плохие уши, я о них рассказывать не буду. Та-да! Судя по анбоксингам, в обзорах у вас хорошая коллекция хороших ножей. Я жду 5-й нож, когда они придут, я расскажу про 5 фолдеров сразу. Ласкрас, вы меня просто засыпаете. Вы, кстати, если Лакрас взяли третьи стратосы на китайском языке, знаете, их можно перепрошить на русский. Но я понятия, я пока не заморачивался, я свои буду перепрошивать, расскажу на стриме. Спасибо за поддержку. Мифа O5 или O7 по звуку и по микрофону. Близки, O7, конечно, лучше, но вы цену ощущаете там в 2 раза. Поэтому, наверное,
O5. Смотрите сами. Но это дорогие уши. Это так уже. Это уже такой нехилый понт. Особенно по внешнему виду. Ты пробовал QCY T5 подключать к девайсам с 2.1 Bluetooth? Нет, у меня девайсы только с 5.0 Bluetooth, даже на Redmi, по-моему, 7, 5.0. Когда будет обзор на Redmi на AirDots Pro? Радик, когда мне фейки придут, я фейки заказал, тогда оригинал куплю. Вот так. Отзыв о Эларе. Неудобно, уши болят, каждый раз нужно включать, Redmi лучше. Шабров Виталий, зайди, пожалуйста, на мой обзор Элари, напиши, что я прав, и они просто днище, потому что меня там захейтили просто люто, это было около года назад, ненавижу эту фирму. Если бы ты купил эти уши за 1800 рублей, и они назывались M9, твое отношение было бы другое, я уверен в этом. Дальше, пробовал новый Apple Pro версию? Нет пока. Ну, слушал, мне понравились. Почему ты считаешь, что у Xiaomi AirDots Pro 1 не стоит брать? Меня устраивает Bluetooth 4.2. Какие взять за тысячки, за 5000? Марсель, купи ты за 1000 рублей Redmi AirDots или Hello GT2. Та же самая контора. Пробовал новый Apple Pro версию уже. Ответил, польза дошек или Ролтон? Дошек. Стратос взял глобалку. О, везет тебе. Как колонка Horse Hope Star? Понятия не имею, что это за фирма. Лучший звук до 50 баксов. Накладные миксайдеры. Ха! Google твои обзоры высоко ставит в поиске. Excel, ну, честно, нет, не все. То есть, лучше меня оценивает YouTube. А Google так. Вот. Ну, потому что я стараюсь, наверное. Тексты сам пишу, видео сам снимаю. Не всегда в лучшем виде, но такие мои мысли. Вот. На AliExpress отзывы M-Pow T5 хорошие, чип Qualcomm. Цена 50 баксов. Владимир, я очень рад. И посмотрите, как часто они меняются. И посмотрите у 10 продавцов. А потом посмотрите на каком-нибудь иностранном сайте, типа Амазона, и расскажите мне, крутые они или нет. Ну, опять же, мне не нравится эта фирма. Вы можете меня что, убеждать, что она норм? Добрый вечер. Как вам QCY QS2 по звуку? Что с басами? Не люфтит ли крышка бокса? Iceblade, я не понимаю, о чем вы спрашиваете. QCY. Какая модель еще раз? Здесь модель EN1852. Здесь у меня были, вы пишите так, как у меня называлось это на канале. Польза, что ел последним, дошик или Ролтон? Просто человек, последним я ел вот сейчас мираторговское мясо я жарил перед стримом и ел, потому что я побегал десяточку по снегу, и мне как-то есть хотелось. И я знал, что на стриме я буду много пить. 5-литровка Шишкина лес у меня стоит рядом со столом, и есть я хотя бы есть не хочу. Привет, что можешь сделать на обзор наушники Edifier? Edifier, мне тоже эта фирма не нравится. Вот Edifier, у меня две пары наушников умерли. Hello GT1 и GT2, это разве не одно и то же? Не одно. Дошик фигня, даже красный. Окей, Xiaomi Air 2, значит мало майонеза мора туда кидаешь. Я не ем сейчас Ролтон, дошики, еще что-нибудь. Я старый, мне здоровье дороже. Я все еще хочу в каких-то хотя бы видах спорта нагибать молодых. Побеждать у молодых, скажем так. Поэтому мне нельзя совсем хлам-то кушать. Я и так шоколадки ем. Но шоколад Линд ем. Скажи, есть что-нибудь выиграю? Нет, сегодня нет ничего. Гуру G-Pods. Не знаю, что это такое. Air 2 или Honor FlyPods? Honor FlyPods или нас. Хотя одно затычки, другое вкладыши. Ну, вкладыши похуже звук будет. Но микрофон получше у Air 2. Решать тебе. Видишь, как все неоднозначно? Не забываем лайк. Кто приходит, не забываем подписываться. Обзоры все время маленькие, стримы всегда долгие. 2 часа уже общаемся. И вроде бы у нас как-то сходится все. Можете спрашивать уже не по теме, потому что за 2 часа про наушники все, что можно, мы уже перебрали. Всегда брал мираторговские пельмени бомбические. В последний раз как-то ЮГ с кожей пришло. Ексел, я скажу так, я из последних мираторговских пельменей выплюнул 2 зуба. Почти полных, не своих. Поэтому я их больше как-то не покупаю. Новые уши GT1 Pro часто отрубается правый наушник. Что делать, в чем причина? Еки, открывай спор. Pro, я еще раз повторяю, GT1 Pro это плохие наушники. У меня на них очень много негатива было. ВКонтакт, по-моему, писали. И вы не первый, вы не последний. Попробуйте вернуть деньги. Как тебе Sony WHSC? Не знаю, что это такое. Рейк Орнатор. Банка Шоу. У меня, ребята, тоже есть обзоры. Переходите. Ну серьезно. Ну это ж просто
как бы странно. Александр озадачился покупкой среднебюджетных ТВС. Среднебюджетных, Сергей, ТВС с aptX HD я не видел. Я понимаю, что нет, телега это скопище садомитов. Я специально туда, сяомитов, двух человек поставил таких, с которыми я абсолютно... Чтобы вы понимали, люди, которые там у меня в администраторами, с одним я согласен, второй вообще абсолютно диаметральная моя противоположность, и они советуют все то, что я бы не советовал. Но это так, чтобы вот те, кто сейчас на стриме, были в курсе, что то, что вы в телеге видите от администраторов, это не я вообще. Какие наушники и телефон используете как основные? Два телефона. OnePlus 7T Pro и Xiaomi Note 10 был на канале. Дальше. Guru, G-Pods, ТВ-наушники, затычки. Драго, если я о них не знаю, значит мне они не интересны, мнения у меня о них нет. Я их, значит, не заказывал. Вот Blitzwolf 6 меня достали с ними, я их заказал вчера. А про вот эту штуку я ничего не знаю. G-Pods слышал десятки раз, но они даже внешне не внушают мне доверия. Сделай, пожалуйста, обзор на MPO T5. ТВС наушники. Что говорит жена, когда покупаешь дорогие вещи? Артем, у меня волшебная супруга в прямом смысле, она абсолютно не знает, сколько у нас средств. Слава богу, мы женились уже в зрелом возрасте, и денег у нас всегда хватало. Вот, чу-чу-чу. Ну, то есть мне уже там было 27, я уже купил квартиру, и вот. И поэтому не против она. Ну как, главное жену не ущемлять. Считайте, что на канал я трачу столько, сколько могу. А тут недавно поэтому ты отвечал, но все же, насколько часто стримы, сколько лет? Стримы не лет. Мне 36, стримы раз в неделю по воскресеньям. Был 1 января, это потому что праздник, потому что надо было там разыграть в конце месяца, стабильно там разыгрываю всякие штуковины, можете в описании посмотреть. 18-го буду разыгрывать вот эти уши за 170 баксов. Сразу считаю, что ну стоят они 1006. Я уверен, что они подешевеют когда-нибудь, это OU7. Вот. Но вообще нормальные уши. 18 числа я их разыгрываю, можете посмотреть, как участвовать. Я уверен, что все условия, как всегда, выполнит человек 15, из них кто-то выиграет. Классный стрим, спасибо большое. Заказывал QCY T3, пока ехали, уже 5-й вышли. Тима, мне T3 не понравились, поэтому скузи. А 5-й давно уже вышли. Подскажи, пожалуйста, Тиса i5 с активным шуводавом? Нет. С чего, Ильдар? Ну, может, да, но я об этом не знаю. Сделай обзор на Nokia 3310. Дэймон, я не такой идеальный балабол, чтобы на этом хайпануть. Т1 только с крышкой. Окей. С басами у них что? С басами Excel у чего? Что? Повторяю полностью вопрос, я забываю, если честно, просто. ТВС L22 норм, цена 650. Не думаю, что за 650 с доставкой это норм. После твоего обзора заказал Anime Buds. Спасибо. Я вот говорю, Anime Buds топ. Но обычные, без всяких про. QCY T5 или Xiaomi AirDots 2? T5. Дешевле. T6 пришла 29 декабря. Разрядилась. Заряжал 7 часов. Если включить колонку, то синий. Не потянет процент заряда. Непонятен. Александр, пиши, возвращай деньги, в общем, проще говоря, на Алишке. Брал на Алике, открывать спор, открывайте однозначно. Даже если вы не правы, и если правы, без разницы. Вам вообще все объяснят хотя бы досконально. А если нет, то вернут деньги. И какой Powerbank брать для OnePlus с быстрой зарядкой? Ох, Эдуард, я сам задался этим вопросом. Пока не знаю. Как тебе наушники Blitzwolf и опять? Хлам, Влад. Много брака. И мне пришел брак. Что лучше, по твоему мнению, iOS или Android? iOS, но у меня нет денег на него. Та-да! У меня Meizu Pop 2, что насчет них скажешь? Тихий пирк. Согласен? Как называется игрушка? Xiaomi Cube. Все пишут, что я неправильно ее собрал. Какие проблемы к вам говорили про G1 Pro? Что они глючат, плохо ловят и т.д. и т.п. Как вам QS2 по звуку, что по басам не летит крышка баса? Брум-бум-бум. То же самое все, если я о том думаю хотя бы. У QCY слишком вот эти названия, что непонятно, о чем вы спрашиваете даже. Купить ли AirDots за 600 рублей? Это не AirDots, это скорее всего подделка AS65. Я сейчас покажу вам обложку. В 99% случаев за 650 рублей вам придет A6S вместо AirDots. AirPods. Redmi AirDots. Во.
А как тебе Т5? На Т5 у меня был обзор, очень хорошие наушники. Не забываем подставить лайк, может быть 6 сотен лайков наберем, будет очень круто. Вы еще сидите? Да, пока сидим. Blitzwolf 4К, просто топ, есть обзор на канале, мне очень нравилось. Про наушники QCY 2.0 и Ingmar, я не знаю, что такое QCY 2. i90 тысяч Max или AirDots? Да ты издеваешься? Я не советую никому подделки никогда. AirDots. QCY I или T5. Funkel I или T5. Дмитра однозначно Funkel I, но у них много брака, как повезет. Какие посоветуешь наушники до 30 баксов? Кстати, не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если стрим был хоть чем-то полезен. Отвечаю всем по возможности, мата на канале нет, хамства нет и нет рекламы, как вы видите на стримах, вообще никакой. В основном я, наверное, хейтю все. Но это как бы так. Архангельская область, Конз, есть какой-то Powerbank, который можете всем советовать. Да, большой на 20 тысяч, черненький от Xiaomi и на 10 тысяч от Xiaomi. Был на канале с беспроводной зарядкой. Говорят, Halo, новый сум-бренд Xiaomi. Да, это сум-бренд. Не успеваешь отвечать на вопросы, жалко. Конс, успеваю. Привет, слушаю уже долго. Расскажи, пожалуйста, интересую историю с Алиэкспрессом. Бум-бум-бум-бум. Есть у меня обзор, как возвращать деньги с Али. Можете посмотреть там и стрим даже по поводу этого. Привет, я опять пропустил стрим. Если коротко, что взять за 20 бачей, твой выбор какой бы был? Redmi AirDots Halo GT. В прикрепленном комментарии есть топ-10 последний мой на наушники 2019 года. Есть еще топ-10 наушников до 20 баксов на канале. Можете их посмотреть. Syllable 101 норм. Лучшие наушники от 1000 до 1300 рублей, по твоему мнению. Еще раз. Halo GT 2. Какую музыку слушаешь? Сейчас Red Hot Chili Peppers, Avril Lavigne и сейчас скажу, что у меня тут играет 5 секунд. Noise, по-моему. Нет, сейчас RHP играет, а вообще Noise. Noise MC. Ну, вы знаете. Его лучше не вспоминать. Привет из Баку. Что думаешь о ТВС наушниках у Green? У Green хорошие кабеля, но плохое все остальное. Мое мнение. Они мне, кстати, писали, я отказался от их наушников. Та-да! Какая любимая песня? Gorillaz, Clint Eastwood. Ха. Ну и Blur Song Number 2. Юху. Band 3 в 2010-м? Нет. Однозначно нет. В 2020-м. 4-й надо. Так, какие наушники лучшие для папка? Bullets 2. Meizu HD накладные. И самые лучшие это были у меня из беспроводных. Ну, вот эти на проводы Bullets 2. Huawei FreeBuds 3. Вот такой разброс. QCY T5. Лучше проводные. Лучше проводных могут быть только проводные. QCY T5. У меня был обзор на канале. Посмотрите, мне понравились. Но на них есть много подделок. Посоветуйте хорошие наушники до 1,5. Halo GT 2, Redmi AirDots. Как же я устал. Это, наверное, в 1000-й раз уже сегодня повторяю. Да хотел бы фичу на Mi Band 4, 3, OnePlus Bullets 2 для бюджетника Redmi 5 Plus. Стрела, ну не дороговато или уши для такого телефона? Ну, в плане, зачем? Подешевле купите что-нибудь. Что лучше взять на наушники OnePlus или Meizu Pop 2? OnePlus однозначно. Hello, какие часы на руке? GT2. Тестирую. Уже был обзор хейтерский на канале, может еще будет второй. Хотя он никому и не нужен был, этот хейтерский обзор. Да они капец тихие, еще и не подключены. Долгое время не идет звук, просто подключены. Ну вот видите, я же говорю, Meizu Pop 2 и Pop 1 недостаточно громкие. И у них очень много брака, возможно именно он вам и пришел. Сегодня заказал Mifo O5. Некоторые пишут, что отваливается левый наушник, у вас все хорошо, у меня все хорошо. Type-C для меня не важно, но не стоит ли этим жертвовать или взять Honor FlyPods вместо Xiaomi Air 2. Возьмите Honor FlyPods. Кайфовый голос для озвучки. Эки Ова, спасибо большое. Рад, что вам нравится. Можете объяснить, почему MPO не очень наушники? Владимир, ну посмотрите вы на них. Вот. Мне даже название не нравится, не то что внешний вид. Это как в Базеус, вот этот мракобесный, который здесь стоит. Ну, печаль. Вот чуваки мне прислали, спасибо им, конечно. Но я их послушал, в общем,
А черт с ним, что послушал. Вы посмотрите, как они выглядят. Вот это вот бандурина просто. Ты берешь тисы и вот эту вот штуку, бах. И такие же уши внутри. Такие крикозябры. Ну, в общем, пора бы уже делать что-то типа реплика AirPods, AirDots, еще чего-нибудь. Не заказывали копию на AirPods Pro? Заказал, притом в 2 местах, скоро придут. Миллиампер часов чего? Мампер что? Сделай обзор на колонку Hope Star. Не буду. Я даже не знаю этой фирмы. Топ-телефон до 8000, не могу. Только QCY QN. Ой, Xiaomi QN. Какой Powerbank удобнее транспортации? На 10 тысяч, конечно, удобнее. С 20-кой вас могут и в самолет не пустить. Можно брать фанкл? Можно, но нужно быть морально готовым, что придет брак. Они либо очень хороши, либо брак. Та-да! Стрипчик. Есть топовый Stratos для бега. Что с памятью для музыки и возможностью нагрудник и одновременно уши подрубить? Можно подключить нагрудник и уши. Есть 4 обзора на канале со Stratos 3. Есть еще 5-й обзор сравнений, 1 стрим, посмотрите. GT2, говоришь, басы хорошие? Спасибо, Антон. Ну, мое мнение, можете не согласиться. И не только, кстати, мое. Та-да. Лучшие наушники вкладыши на сегодня. Бум-бум-бум-бум-бум. AirPods. Розетки делают честные обзоры. Нет, Эльдар, им кушать надо. Вот по поводу всех этих больших каналов, вы понимаете, что тусовка делает там, допустим, 8, 5, 4 человека даже. Какой-то канал. Они же должны зарабатывать. Ну и дальше мыслите. Вот у меня, видите, колхозный стрим даже. Ну, телефон дорогой. Ну, телефон это даже не треть моей зарплаты. OnePlus 7T Pro. Я говорю, мне повезло очень в жизни. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, не очень, мне повезло. Вот. Я своей работе благодарен, и благодаря ей могу делать вот эти вот штуки. Накупил и не продаю даже. И как-то круто. Я говорю, я могу сейчас вывалить сюда наушников на 1200, наверное. Можете посмотреть, у меня был стрим на 100 тысяч наушников. Здесь просто вот 20 баксов и дороже. Могу разыгрывать уши по 10 штук, а не продавать их. Та-да! Вот. Пока. Конс. Но это не понты, это вот чтобы вы понимали, что люди разные бывают. У меня это домашний канал. Пока могу позволить себе, чтобы это был домашним каналом. И не хочу, чтобы что-то было по-другому. Мой любимый бренд это Яблоко, наверное. Яблоко, Уникло из вещей. Вы знаете по-любому, что это. И, не знаю, компы это, если по железу, то AMD для компов. Работаю инженером, Матус. Очень много лет, 19 уже лет работаю инженером. Кстати, были у кого-то проблемы, очень узкая специальность у меня с пауэрбэнками, взрывы, возгорания. У меня нет, но я уверен, что у кого-то были. Но лучше брать брендовые, потому что это банка. Черт знает, что там будет с ней. А вы пришли для AirPods от Bezos, и звук очень ничего там. Мне пришли от Baseus. Трагер за 12 баксов. Любые наушники покажутся отличными, если они работают. Это без оскорблений. Я с тобой абсолютно согласен. Если уши за 12 баксов работают, и ты еще не потеряешь слух в ближайшие месяца 3, напишешь обязательно. Я без сарказма, я очень надеюсь, что ты его не потеряешь. Ты один из моих любимых подписчиков. Не знаю, есть люди, от которых веет добром. Вот и от подписчиков есть люди, от которых веет позитивом. Ты один из них. Спасибо, что ты есть. Та-да. От Мора вообще супер позитив. Мора, ты сделал уже свой канал? Признавайся. Ты обещал мне сделать канал с обзорами. Помнишь? Дальше. Часы на другую руку переодел или у тебя на обеих? Нет, переодел на другую руку и пытаюсь сейчас понять вообще, почему у меня телефон не заряжается. Я же стримлю с телефона, вот, и телефон упорно не заряжается. Вроде бы должен. И, в общем, это печально, потому что иначе сейчас у меня помрет мой великолепный телефончикус. И наш стрим закончится не начавшись. Шучу, мы уже 2 часа стримим, не забываем прожать лайк. Кстати, вот про Powerbank, если спрашивали, вот я таким пользуюсь. Большой Powerbank забрала супруга, в Питер уехала с ним. С большим Powerbank. Еще есть у меня Xiaomi. Я его тестирую, когда тестирую куртки, беленький. Сейчас, 5 секунд. Вот он. Вот он тоже норм. Он легенький такой, убогий, его не жалко убить. Он 900 рублей, по-моему. Мне рассказывали, я его в Москве, нет. Я не помню, где я его брал, но в Москве он 100% по закупке стоит 520 рублей.
У меня братан занимается этими делами. Вот. И, соответственно, можно с легкостью сказать, что за такой красивый Powerbank 600 рублей это норм. Планируете обзор беспроводных наушников Nokia? Нет пока, но вы уже не первый человек, кто спрашивает про них. И совершенно реально, что я буду брать их. Mi Watch Kala однозначно куплю. У меня нет другого выхода. Вы же согласны? Как я могу не купить Mi Watch? Это же Xiaomi. Моя тема. Тем более еще и наушники. Так, чего-то как-то... вот в чем дело. Кабель не вставил, поэтому ничего не заряжалось. Так, у меня, кстати, тоже телефон на заряде, но заряд падает. Это очень плохо, значит, либо кабель плохой, либо хана всему. Рада за вас, вы молодец, удачи вам и вашей семье. Ильдар, спасибо большое, рад за вас. Штатив двигается, все двигается. Канал есть, обзоров почти нет. Ну, главное начать. Миф O5 есть типа режима проницаемости, как у O4? Я не знаю, по-моему, нет. Что про QC White опять говорил? Говорил, есть обзор на канале, мне не понравились. В чем может быть проблема в Redmi AirDots? Подключаешь к телефону, нажимаешь 2 раза, Siri жмет долго, выключается, и вот проблема. Нажимаешь 1 раз, музыка затихает, а потом снова включается. Помогите, пожалуйста. Я вообще ничего не понял. Наверное, на 3-й час стрима у меня голова работает только на цифры. Проще говоря, зайдите либо на 4PDA, либо напишите в телеге. Вот есть в описании к стриму Telegram. Там сидит в целом обычно около сотни человек. У них 100% минимум 5-6 есть в режиме онлайна вот эти уши. У меня их сейчас нет. Я их, по-моему, разыграл 2 пары и все. В стрим топ. Артем, спасибо. И у них спросите, они вам ответят 100%. Mi Air 2 стоит покупать? Вам решать. Есть в описании к стриму прикрепленном комментарии у меня топ-10 моих наушников. Вот их можете посмотреть. Быстров, как вам наушники Sabat E12 Ultra? У меня есть обзор, Владимир. Если не напрягает их внешний вид, норм. Было такое, что терял один наушник. Что делал? Вот у меня T3 лежит. Но мне-то они для стримов нужны. Ничего. Вместе с боксом, кстати, потерял. Ты как инженер, у тебя голова на цифры всегда работает. Да, что делать? Цифры и ноги. Главное, хвост. Уже были AirDots обычные. Кейс потерял. Стоит ли покупать Xiaomi Air 2 или снова купить обычный? Мне нравится Type-C. Из звук получше хотелось. Как думаете? Air 2 это вкладыши. Возьмите Redmi AirDots в затычке. Мне кажется, они вам понравятся. Понятно, что Type-C там нет, но вот так. Ваше мнение, лучшая замена MSFit BIP, какие часы брать? По автономности вам никакие не зайдут, Асиф. Я бы взял Stratos 3, если у вас денежка есть. Если денежки нет, то тогда не знаю, чем вам подсказать. Если вам спорт не нужен, можете GTS, GTR купить. Говорят, их за 6000 реально купить. Что лежит возле белых QCY? Powerbank Redmi. Здесь у нас плеер за 20 баксов Benji. Funkel W1 наушники и игрушка от Xiaomi. Нужны ТВС наушники с хорошим звуком до 5000 рублей. Что посоветуете? Топ-10 в прикрепленном комменте. Будет ли обзор на Mifo O3? Матвей, скорее всего, нет. Был на O5, на O7, а O3 это, наверное, совсем старые. Здравствуйте, где и какие обычно приобретаете амбушюры для вкладышей? Человек, они мне приходят в комплекте. Вот мне очень нравятся такие пенные. И вы понимаете, что если я буду пользовать только свои амбушюры, фишка будет в том, что я буду рассказывать вам о наушниках. Это как на Samsung можно, наверное, какие-то амбушюры подобрать, чтобы у них был, часто очень их показываю, но все же, чтобы у них был звуковод пошире. Но я не хочу это делать, у них даже в комплекте, по-моему, есть шире. Ну вот такие шли, и с ними надо тестировать. Вот, поэтому я особо не заморачиваюсь. А пенные пришли мне вот с этими, очень понравились пенные, юзаю их. Топ. И они в комплекте пришли с этими ушами. Стоит ли менять AirDots на QCY T5? Неа. Кстати, за TicWatch Pro, что можешь сказать? Максимка, днище мрачное. Мне даже писало представительство вот этого вот TicWatch, но так как у меня обзор набрал про TicWatch немного, в принципе, людей, они никаких претензий не предъявляли, написали там 15 способов мне сделать нормальными их часы, я написал спасибо, и на этом все закончилось. Вот, ужасные часы. Хотите, покупайте. Meizu Pop 2, где лучший микрофон? Во всем плохой.
В Т5 может быть чуть-чуть лучше чем-то. Стоит ли перейти на GTR со Стратоса, если часы нужны для бега? Нет. Вам нужен нагрудный датчик покупать, Сергей, если вам нужен бег. Привет, Хайзан Диана сегодня получила очки для работы за компьютером от Xiaomi, сын очень доволен. Спасибо большое за совет. Пожалуйста, вот для тех, кто не верит, я сам сижу сейчас в этих очках, потому что меньше, намного меньше напрягаются глаза. Можно ли брать Блицвульфа 6? Я взял, я не стал бы брать, если честно, спешить. Меня очень напрягает вид кейса. Но опять же, можете рискнуть. Я взял, потому что меня подписчики достали с этой темой, поэтому я вот как бы сломался. Проблема выбора ТВС наушников для дочки. Что супруге понравилось, кроме AirPods? Много же на ней проверено. Марат, ей Мейзу понравилось. Ей не показались они тихие. Потом ей понравились FreeBuds третьи от Huawei. И вообще все фейки AirPods, но опять же, в некоторых она реально практически не слышала разницы. Но фейки я советовать не могу. Meizu, наверное. В обзорах хвалят Pop 2 и его шумодав. Они врут. Фото тут. У меня есть обзор, посмотрите на него и все. GTR не может с нагрудником? Нет, не может. Можете поправить, если там что-то поменялось, но, по-моему, ничего. Halo GT1 Pro или GT2? GT2. Не забываем прожать лайк, может быть, соберем 600 лайков, будет очень приятно и мило с вашей стороны. Спасибо за поддержку. Поддержка канала лайками – это лучшее, что вы можете сделать. Совсем лучше это, лучшее, а потом идет уже спонсорство, либо платное сообщение. Сами решайте, чем хотите помочь. Привет, будет ли обзор на наушники KZ ZN-SN? Да, будут. Привет, что скажешь про QC White 5? Есть обзор, советую всем, но на них есть, внимание, подделки. Купил себе OnePlus Balance Wireless 2, как считаете, достойно, покупка за 3300. Матвей, вам нереально повезло, я отдал 6,5 и не жалею. Что это за наушники с пенными амбушюрами? Андрей, были RN-овские на канале проводные, если что, их можно использовать через TRN-ку, на которой у меня не было обзора, по беспроводу. Вот. Есть ли в продаже Realme Buds Air? Не знаю, я похож на телемагазин, я их не покупал, не нашел пока. Как понять, на GT1 Pro сами уши заряжены или разряжены? Понятия не имею, у меня нет прошки. Какая автономность по факту живут Redmi AirDots? Есть обзор, посмотрите. Скажи, что у тебя запроводные наушники справа, хорошо ли они звучат? Max Play, они просто топовые, стоят 100 баксов нереальных денег. Есть КЗшки дешевле и не намного хуже. Терминаторы, они тоже есть на канале, посмотри. Павел Басакин, стоит ли брать Galaxy Buds или вторые AirPods? Точно не Galaxy Buds, а вторые AirPods, да. Какую колонку до 2000 взять? Мифа A10. Скажи, пожалуйста, что у тебя за проводные наушники. Ответил, пожалуйста, уши QC White 1 при подключении не делятся на правое и левое ухо. Как? Это как? Брак нет, Анатолий, вам нужно сброс сделать, погуглите там. Сложного ничего, либо под моим обзором есть по-любому в комментариях, как это делать. QC White 5 против i90 000 Max TVS. QC White 5 однозначно. Они же затычки. И это же не реплика. В первую очередь это не реплика, а дальше уже можно ничего не говорить. Михаил Галеонко. Слушал ли вы наушники Mia Max Matrix 3? Нет. Марат, спасибо. Затычки в женском ухе нормально смотрятся разве? Да, почему нет? А какая разница, ты же не видишь, затычка там или вкладыш. Матус, привет, будет ли обзор на Blitz Fia 6? Да, я их заказал вчера. Феникс, только смотрел обзор на Meizu наушники, вроде топ. Еки, где живешь? Архангельская область, мрачное место. Не Архангельская область, мрачное место, а я в мрачном месте живу. Есть отличие между QC White 1 и T1C? Не знаю. Подделка мифа норм? Нет, подделка всегда плохо. Привет, в декабре на распродаже купил за 14 баксов QC White GY31. Оказались достойные уши с хорошим звуком. К тому же с поддержкой aptX. Немного маловато низких частот, но для меня это нормально. Ну, отлично. Может быть их немало, а их как раз столько, сколько есть. И сколько надо. Лучшие наушники до 2000. Есть топ-10 до 20 баксов на канале и топ-10 в прикрепленном комменте. Не забываем прожать лайк, может быть наберем 6 сотен, будет круто. У Green уши тестил, нет, я отказался, мне их предлагали просто так прислать. Крышка люфтит у QC White опять. По-моему, чуть-чуть. Ждем бипы с. Да, ждем с. Лучшие наушники ответил. Стоит ли покупать AirPods 2?
Если вам они, ну это лучшие в своем сегменте уши, почему нет? Конечно, стоит. Hello GT1, какие у него плюсы и стоит ли брать? Есть обзор на канале, можете посмотреть. Вы выбрали TISA i5 или QCY T5 или Hello GT2? Чтобы я бы выбрал Hello GT2. Хотя по функциональности, наверное, TISA i5 лучше, потому что у них кейс закрывается. А да вы с Лехой-то смогли собрать комп-то или нет? Феникс пока нет, мне все еще все в доставке. Даймен, я про EC Робин Эча. Я их уже разыграл, я их посылаю завтра. В каком районе Архангельской области живешь? В Южном. Не забываем прожать лайк, может быть 6 сотен наберется. Александр английский включил в HD 60, не заморачивался. Меня и китайский устраивает. А так спасибо за инфу, Сергей. Теперь знаю, что можно переключить. Вечер добрый, Андрей. Ототать топ Bluetooth наушники за 1000 гривен. Я не знаю, сколько 1000 гривен в рублях или в долларах. Как я вижу, Hello GT сейчас популярны. Да, потому что это те же Xiaomi, те же Redmi AirDots, только чуть-чуть, по моему мнению, доработано. Стоит ли покупать SoundPits? Я бы не стал. QCY T5 или Syllable S101. Для басов Syllable S101 по внешнему виду однозначно QCY T5. Сделал вывод, себе купить любые, какие захочу. Дочки AirPods. Однозначно, Марат. Идеально, ну, очень правильно. Mi 9 Lite брать, не знаю, вам решать. Очень много альтернативных телефонов. Я бы взял OnePlus любой. Стоит ли покупать наушники на AliExpress? Однозначно стоит. Потому что где производят эти наушники? Правильно, в Китае. Syllable S101 стоит брать? Или если что-то лучше, двухдрайверное ТВС? Дешевле нет. Подскажите, пожалуйста, топ-звук наушники до 3000. Накладные миксайдеры. Скажи, пожалуйста, свое мнение о JBL Tune 120 TVS. Нет, не стоит. Но это мое мнение. Топовые у JBL только уши начиная от 6000. Но это то, что мне попадалось на руки. Я не знаю, как делать на них обзоры, чтобы меня потом не закидали страйками, поэтому пока потерпите. Какие языки знаешь? Русский, английский? QCY T5 или Xiaomi R2? T5. Дальше. Было бы неплохо, если бы ты протестировал КЗС-1. Про них почти ничего нигде нет. А у меня нет разве на них обзоров? Подожди 5 секунд. Я сейчас пойму, о чем вы. Потому что если это затычки, то я их заказал. Если это вкладыши, если это затычки на ободе, то я про них уже делал обзор. Я их заказал. Что за страйк? Что уже свое мнение нельзя говорить? Да, Алексей, я это уже проходил, и мне уже кидали страйки, и поэтому как-то я уже аккуратнее стал. Стоит ли Hello своих денег? Однозначно да. Не забываем прожать лайк, может быть 6 сотен все-таки наберем сегодня, будет очень круто. Деньги есть, AirPods, денег нет, AirDots, да. Redmi AirDots, по крайней мере не ноунейм и не реплика. Однозначно, либо Hello GT. Что лучше, чем QCY T5? Наверное, Honor Lite, но они дороже в 2 раза. 6 сотен, спасибо большое за прожатые лайки. Пишем, что кому еще интересно. Продолжаем стрим или заканчиваем? Друзья, 2 часа уже болтаем. Не устали вы? Признавайтесь. Свобода слова не такая свобода из-за страйков. Еще как. Стратосы брать однозначно, если спортом занимаетесь, да, и сразу нагрудный датчик к нему. Либо Polar H7, либо H10. Вот. Tomcas X12. Понятия не имею, что это такое. Даже название какое-то страшное. ВЖ, ты понимаешь, что тебя там сам тьюб заблокирует. Вот. Дальше. Продолжаем. Ты шо? Окей. Как будто 5 минут прошло. Нет, 2,5 часа прошло. Не знает он Tomcas? Не знаем. Мне в Мее 6500 гривен яркий телефон рекомендуешь. Я не знаю, сколько гривна, рублей или долларов. Пишите в долларах. Что лучше, AirDots или i90 тысяч Max? Name. Еще раз, не пытайтесь сравнить никогда реплику с оригинальными наушниками. Реплика всегда хуже, потому что это no name. Точнее, ибо Xiaomi AirDots гораздо более лагучие и бракованнее, чем Redmi. Да. У меня есть сравнение на канале. Какие часы брать, если не спортсмен? Какие нравятся? Любые. Иван. Топ наушников до 30 баксов. Есть на канале до 20. Я думаю, тебе еще больше зайдет. Питер, здорово. На что можно обновить Funkel Eye? Сейчас я использую их
повеселее будет до 10 тысяч. На Apple AirPods наушники. Сколько тебе лет? 36, вот. Почему решил завести канал? Еки рассказывал, много покупал. Вот с чего начался мой канал. Купил деревянный коврик за 1500 Миджа на, по-моему, Бангуде. Или нет? На Гербесте. Они мне пообещали 30 рублей, если я сделаю на них обзор. Я сделал, они его даже не разместили, но 30 рублей дали. А потом я сделал обзор на Amazfit Pace. После того, как сделал обзор на Amazfit Pace, через 3 месяца увидел, что его посмотрело 3000 человек. Я посчитал, что это какое-то нереальное количество просто. И начал пилить. И мне понравилось. Потому что я все равно покупал все эти штуки Xiaomi-шные. Вот. Почему нет? Хорошее хобби. Вам же интересно, и мне интересно. Xiaomi AirDots Pro или Honor FlyPods? Если деньги есть, FlyPods. Какой телефончик купить? Нет, однозначно FlyPods. До 150 баксов. Так, наверное, Xiaomi Redmi 7 с 4 гигабайтами оперативы. Рублей или тысяч? Не понял. Привет, будешь покупать К30? Нет, не буду, скорее всего. Думаю, слово топ наушника научить бота кидать ссылку на видео. Феникс, я не знаю, как делать ботов. Скузи. AirDots или Halo GT 2? GT 2. Redmi AirDots или i90? Redmi AirDots. Кирилл Яковлев. Не пишите мат, вас просто будет банить сам Тьюб. Алексей, а с канала что-то зарабатываешь? Канал себя окупает сейчас уже. Realme наушники будут на обзоре? Может быть. Хотя я считаю, что они своих денег не стоят. Что слышал про новые часы от Xiaomi? Слышал ничего. Есть они, есть часы. Обзор на нагрудники будут. У меня Polar H10, а что я буду обозревать так-то? Хороший нагрудник купил с рук в Питере, 5200 рублей. Взял себе JBL Tune 120, показалось, что звучат глуховато, даже когда ползунок на максималке. Значит ли это, что за свои деньги лучшего не найти? Нет, агрессор, отлично звучат Redmi AirDots и Hello GT 2. Звука хватает более чем. Mi Fold 4 неинтересно однозначно. Подскажи, пожалуйста, наушники к 7-му айфону в шлем мото слушать транс, рок, фолк. Если залезу, Цайлабл S101. Влад Жиган, 30 рублей или 1000? Ничего не понял. Что насчет яблочных часиков? Когда куплю супруге, а очень надеюсь, что я напрягусь и все-таки 11-й Max куплю телефон ей, тогда сразу куплю яблочные часики. А так они топ, если у вас iPhone. Что еще сказать? Твое мнение о AirDots? Есть обзор на канале, мое мнение. Нормально все. Всем товарищам, завтра на Али распродажу. Сори за офф-топ, спасибо за слово. Алексею, это хорошо, что вы напомнили. Если у вас Pamos Lite Mini, нет, Алексей, я считаю, что NoName не стоит своих денег, поэтому они продали себя Xiaomi. На краундфандинге у них сейчас висят, потому что, почитайте отзывы на них на Амазоне, а потом вырубите весь интернет российский, который их хвалит. Как бы круто хвалить то, что никто не купит за 10 кусков. А если ты купишь, признаться себе, что ты за 10 кусков купил говно, очень сложно. А вы купите за 10 тысяч Redmi, 10 тысяч стоит яблочные уши. То есть вы идете и покупаете себе заведомо нормальный девайс с гарантией. Или покупаете себе вот этот вот Паму. Скажи, что думаешь про них. Мифа O5+, не знаю таких, я O5 знаю. У меня был обзор. Будут ли обзоры на игровые девайсы типа мышки, наушников, клавы? Нейм у меня были, они как-то не особо заходят. Так, будешь пробовать трешачину по типу реплик? Уже заказал несколько реплик на Samsung. Думаю, что меня опередят, ввиду того, что я сейчас на стриме об этом сказал, но пока вот так. Зато спойлерну. Да, буду рассказывать иногда. Чем QCY T5 хуже, чем Redmi AirDots? Или минусов по сравнению нет? Они лучше, чем Redmi AirDots, по моему мнению, T5. Выше какой цены считаете нет смысла переплачивать за беспроводные наушники? Я считаю, что либо вы берете до 100, до 20 долларов, либо дороже 150, но уже понимаю, что вы хотите купить. Будь то Sennheiser там за 14 штук или AirPods, опять же, я не про звучание говорю, я говорю про стабильность работы, те же AirPods, материалы, автономность, быструю зарядку и качественный микрофон. Для меня это актуально, для вас могут быть актуальны что-то другое.
Что еще хотел в часах, ну, кроме беговых лыж? Питер, нету беговых лыж в тех часах, что у меня есть. Обещают в последних вот этих MSFit беговых часах, точнее беговые лыжи. Будем ждать. Какой OnePlus лучше купить до 15 тысяч? Они есть. Ну, у ПАМу затычки мне во вкладыш лично неудобно. Так что каждому свое. Фанкл норм, так цена у них норм. А у ПАМу не норм цена. Какой найдете банку для OnePlus? Я также тикподсы купил сейчас за 2,5. А сколько они стоили? По-моему, я за 1007 их хотел купить. Включи донат. All-Ast. Вы можете платное сообщение кинуть, либо стать спонсором канала. Вот и все. Как бы так. И мне не получается донат включить. Я уже второй год пытаюсь сделать донат. У меня спрашивают, а я не знаю, как его сделать. Вот. И на стриме уже раз 10 про это вспоминаю, вы уже извините. А это же Xiaomi-шная штука. Какая Xiaomi-шная? Они просто их купили. И они теперь у них на краундфандинге, потому что ПАМу оказалось себя пропихивать тяжело, учитывая, какие отзывы на Амазоне на них пошли. Вот. Да и смысл мне спорить с вами. Я говорю, вы покупайте, что нравится. Я подписчикам буду советовать то, что я считаю нужным, правильно? Лучшие наушники за 40 баксов. Есть топ-10 в прикрепленном комменте. Запилить видео на тему идеальные смарт-часы, по твоему мнению. Мора, у меня есть топ-5 смарт-часов, поэтому пока нет яблочного девайса и яблочных часов, смысл. У них лучшие часы, если с их телефоном. Что насчет телефонов Lenovo? Нет. Хотел спросить, какие посоветуешь беспроводные наушники с минимальной задержкой? Желательно бюджетные. Бюджетных с минимальной для игры нет точно. А так любые. На канале их штук 100, наверное, какие можно выбрать. Я имею Redmi AirDots и Halo GT2. Микрофон лучше какие? Да и там не особо фонтан. Народ, донат анимации идет через OBS, а стримит с телефона. Я не знаю про что. Вот. Поэтому я не знаю. Не представляешь, как я тебе сейчас благодарен за то, что ты сделал обзор на MSFit Bip, просто божественный. Спасибо большое, я рад, что они вам зашли. Max Play MC, какие купить вкладыши? Я думаю, топ-10 в прикрепленном комменте посмотрите. Давай заканчивать, пора и треню валить. Я-то, Владимир, бегал до стрима специально. Не забываем прожать лайк, кому канал более-менее нравится. Более-менее. Вот. Как бы так. Дальше. Давайте 3 часа хотя бы разменяем. Еще 20 минут посидим, поотвечаем на какие-нибудь совсем глупые вопросы. Или не глупые вопросы, глупые для кого-нибудь, а для нас нет. Вот. Где лучше купить AirPods? В магазине. Можете на Тмоле купить. Сори, что опоздал. Модал пати. Может, это и неплохо. Все, что не купил гарнитуру к телефону, не могу определиться. Есть смысл сразу ТВС наушники, может быть, купить. Если, Марат, вас устраивает проводная гарнитура, лучше купите проводную гарнитуру. Минимальная задержка будет. Какие наушники купить? OnePlus 6T, Bullets 2 OnePlus. Сильно GT1 от GT2 звук, Иван, отличается? Нет, не сильно. Уже лайк поставил и даже подписался. Спасибо большое, Андрей Кореш. Что насчет Redmi Note 7 Эки? У меня есть обзор на канале, можете узнать, что я его советую. 100P, смысл неплохо. Ну, ты иногда бываешь агрессивен. QC Vita 5 и Outsome TW01. Так, T5. Outsome мне не нравится. Твои видео топ. Спасибо большое, Сергей. Hi, Future Buds возьмите на обзор. ВКонтакте скиньте, пожалуйста, ссылку. Дальше мой телефон по какой-то причине не видит переходник с Type-C на 3,5 мини-джек. Артур, вполне возможно, у вас просто плохой переходник. Вот и все. Попробуйте несколько раз вставить. Менее $250 какой телефон посоветуешь? До 250 баксов Redmi Note 8 Pro. Скажи, хорошие наушники по типу проводных за $100 побюджетнее. Ну, $100 это не бюджет. Вот эти RN-овские мне очень понравились. На канале есть обзор. Для самого чистого звука и хорошего баса беспроводные наушники по 50 баксов. Syllable S101 бы взял. Многие пишут, что aptX задержка меньше, чем у AAC. Может, с этой стороны aptX лучше, хоть и битрейт не сильно отличается. Вот я об этом и говорю.
Вообще задержку 300 миллисекунд, по идее, мы замечать начинаем. В играх 200 более чем. Просто у народа дешевые телефоны. Redmi Note 7, допустим, практически со всеми наушниками, что я тестирую, работает просто ужасно по сравнению с тем же OnePlus, не знаю, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 10, яблочными. Уже сложный пароль. Прикол в том, что в моем телефоне иногда брат сидит. Понятно. Какое мнение Xiaomi Mi Notebook Pro 16,5 дюймов? 15,6. Я считаю, что Xiaomi делает только хорошие реплики китайских, яблочных ноутбуков. Я жене такой покупал, у меня есть обзоры на канале. А если брать вот эти 15-дюймовые, я бы не стал брать Xiaomi. У меня Asus ROG Strix. И 2 раза он горел, 2 раза я его сдавал в гарантию. Ноутбук без гарантии — это, конечно, такая сложность. Привет, Саша. Супруге взял QCY T3, себе взял QCY T5. Ух ты, какой хитрый, Фрол. Но у тебя лучше наушники в разы. Имею на руках Funk Live без зарядного кейса. Есть ли какой-то способ заряжать беспроводные наушники другим способом? Да, но я даже сейчас записывать не буду. Ну и что, замечаю про рассинхрону губ говорящего. 300 миллисекунд рассинхрон есть, если 200 уже нет. Ну, вы вряд ли заметите, хотя может быть. Обзор на К30 будет, большинство меньше 250 и не видно, а вот в играх ого-го как. Спасибо за то, что ты делаешь, всегда коротко и ясно, ну исключая стримов, да, пожалуйста, пожалуйста, Никитосик. Сет. Что думаешь про... Нет, All Ast, я туда не полезу, это уже для серьезных покемонов, у которых вместо яичек, я не знаю, это бизнес. Все это бизнес. Иван, здравствуйте, Blitzwolf опять. Опыт был использования. Да, все плохо. Поэтому про них не рассказывал. Mi 9 Lite или Note 8 Pro, на твой взгляд, что повеселее? Наверное, 9 Lite, но я не помню характеристику. Note 8 Pro мне нравится камера, большинству нравится скорость. Мне его процессор вообще не зашел никак. Что думаешь о компании Huawei? Ничего хорошего о ней не думаю. Или не думаю вообще. QCY T5 однозначно, а не GT2. Но опять же T5 дороже и пластик хуже. Не знаешь, почему телефон не видит переходник? Еще раз, Артур, повторяю, что у тебя плохой переходник. Да блин, просто обидно, я тебя смотрю год, и ты тут ко мне с негативом. Model Party, потому что, скорее всего, твой братан заходил. Вот. У меня даже модератор, ты заметил? Так и не ответил, обзор на К30 будет. Я же не знал, что это не ты. Я, скорее всего, К30 я не куплю. Дорого. Дорого-богато. Ты скажи дешевле этих проводных за 100 баксов. Какие купить? КЗ. КЗ наушники были на обзоре. Терминатор. Норм тоже. По-моему, 30 баксов стоят. Когда супруги брал... Посмотри на канале несколько проводных наушников. Пятых еще не было. Фрол, оправдания не принимаются. Я просто откровенно третий не советовал. А ты вроде бы мой подписчик. Та-да. Короче, брать буду QCY QS2. Ок. Стоит ли брать Amazfit Bip при бюджете 4000 рублей? А что вы еще сможете купить? Думаю, да. Не хочешь сделать обзор на Motorola Verve Buds 110? Скиньте мне в контакт ссылку. У тебя есть машина, если что, какая? Нет, у меня даже прав нет. Кайф, все думал, куда воткнуть, отчим. Каждый раз, когда у меня есть деньги на машину, я предпочитаю покупать квартиру. Не так часто у меня бывают они, правда, но вот так. Лайк, но опоздал на стрим, буду смотреть запись. Николай, спасибо большое. Какие техноблогеры тебя устраивают? Как реклама, я сейчас скажу, что мне нравится. Как рекламный канал, хорошо делает обзоры. Опять же, это мое субъективное мнение. Это наш 8-миллионник Вилса. Но он хорошо делает. То есть он тупо рекламный, как у РТ, только вот вырезали все, кроме рекламы. У него осталась реклама, рекламу я смотреть люблю. Смотрю иногда, но мне нравится, как он работает. И нравится, что у него нет желания обливать всех говном. Понятно, что он продажная сволочь в каком-то смысле. Но вот так. Нравится смотреть иногда. Очень редко, опять же, это этого украинца, которого недавно я как просто хейтил. Григорьев хороший канал. Розетка иногда неплохое что-то выпускает. Big Geek в какое-то время хорошие ролики выпускал. Сейчас уже так себе. Ладно, все это печаль. Саша пробовал слушать Queen 2 через переходник по проводу. Как звук? Не пробовал. Если подключать гибридные наушники, Bluetooth... Кстати, я собираюсь сделать обзор на вот эту штуку.
Но я не хочу просто Мейзу после Мейзу делать. Поэтому потестю и расскажу. Кто хотел, тот понял. Кто не хотел, тот не понял. Каких исполнителей слушаешь? Red Hot Chili Peppers, Аврил Лавин, не знаю, все. Я слушаю все. От Адель и заканчиваю Металликой. Беги, куда бежать? Андроньюз, да. На этом столе есть Halo GT2. Да. Вообще его жалко. Матвей, на третий час стрима у меня всегда начинается жесткий тупизм, поэтому никаких оскорблений. Нет, не знаю, что это за канал, Артур. Все, что называю не я в комментах, я считаю спамом. Смотришь, да, иногда Михаил смотрел, сейчас нет, потому что, видите, товары чуть-чуть разные, и плюс у меня особо времени нет. Есть ли наушники лучше Syllable S101 в плане эргономики? Нет, в эту цену нет. Славу КПСС слушаешь? Я не знаю, что это такое Excel. Какие кроссовки для девушки посоветуете для прогулок? New Balance. Любые оригиналы. Sabot X12 хорошие, так себе. Посоветую полноразмерные до 20 баксов. Мне кажется, у Миксайдера есть, а еще у кого-то были. Я не помню. У кого-то были хорошие. Посмотрите на канале. За бирками бегом в магаз. Когда лицо покажешь, Антон, ты можешь вообще без проблем зайти в мой инстаграм и увидеть мое лицо. Но для этого же нужно в инстаграм зайти, да, или в фейсбук зайти, или ВКонтакт. Зачем? Нужно, чтобы человек вот прямо фейсом перед тобой был. Ладно, все это сарказм. Ну, зато, видите, канал-то набрал без лица. А то покажу лицо, разбежится половина народа. Та-да! Тут уже дилемма. Привет, какой телефон посоветуешь за 15 тысяч? Либо если на OnePlus какой-нибудь хватает OnePlus, если нет, Redmi Note 8 Pro. Вот. Стоит брать электросамокат? Нет, жопу отрастишь сразу. В качалку ходишь или только бегаешь? Я подтягиваюсь, отжимаюсь, стою на планке, бегаю на лыжах и бегаю так, потому что разжирел. Ну, относительно. Ну, по весу также 78, но для меня это много. Я легкоатлет а-ля. Будут ли обзоры еще ТВС наушников? Да. Здравствуйте, можете посоветовать какие-нибудь годные вкладыши? Топ-5 вкладышей на канале. Какие наушники сам используешь? Я то, что тестирую, другие не успеваю. Магарам. Вот сейчас буду вот эти мейзовские. В них бегал сегодня. Мне они реально понравились. Я думаю, вы еще не раз их увидите. Так же, как у меня Xiaomi-шные накладные. Уже сын забрал. 6-летний сын отжал у меня Xiaomi-шные накладные наушники. Вот, а эти теперь будут... У меня теперь есть мои накладные наушники. Не нужно будет вот этими затычками пользоваться. Дальше. Лучше моноколесо, гораздо удобнее самоката. Сделай тест микрофона наушников в обзоре, записывай на диктофон. Троян я вообще-то и делаю. Вы меня смотрите? Вы мой подписчик, признавайтесь. Или вы засланец. Каким Bluetooth наушники имеют хороший звук, а микрофон недорогие? Микрофон недорогие, есть топ-5 на канале, посмотрите, у Базеуса. Миксайдер E9 слушал, и хорошие ли они? У меня были две пары миксайдеров, по-моему, я только на одну сделал обзор, мне они понравились. Сильная для задержка в видеоиграх Vainfan Xbox 2. Есть обзор, послушать, я уже не помню. Послушай Джанер Пиклс, такого вы точно никогда в жизни не слышали. Да не на вы, Трагер, ты можешь ко мне на ты, вообще все ко мне можете на ты. Спасибо за твои обзоры, правда очень полезно. Взял себе Yotam T1, хороший вариант, но если ты утверждаешь, что окей. Подскажешь микрофон до 30 баксов? Нет. У меня, говорю, один всего. Ларкас, ага, и какая-то неполадка, и ты уже летишь. Есть ли смысл менять Mi Band 4 на Amazfit Bip, и что в итоге я получу? Ты получишь просто GPS и трансфлективный экран с возможностью заряжать девайс раз в 40 дней. Какими наушниками? Трансфлективный экран, чтобы ты понял, это в каком-то смысле плохо, он некрасивый. Твое мнение об оболочке One... Samsung плохо. Какие наушники лучше Spunky Beat или Halo GT1? Это, Андрей, знаете, если я стану огромным каналом, потом Samsung придут ко мне с каким-нибудь контрактом, можно будет из стрима вырезать. А нет, я сделаю как определенные плохие люди, а просто удалю все стримы и обзоры, которые можно использовать, да? Та-да! А потом их смотрят тысячи. Ах, подлецы. Здравствуйте, слышал про ТВС наушники Q66? Ничего ж себе, не слышал. Yotam T1 это Vainfan Xbox 3. Окей. Жаль, у меня AirPods Pro. Почему жаль? Какие кроссы посоветуешь на лето? Щетчатые, без шнурков? Не знаю таких, Артем.
Здорово еще раз. Model Party — это распространенное заблуждение. На самом деле колесо гораздо устойчивее самоката. Правда, немного поучиться ездить нужно. Вот видите, а на самокате ездить можно не учиться. КЗ Терминатор Топ, Макс, да, мне понравились. Вы еще не заказывали GBN Tune 120? Вы уже, наверное, 20-й Кёник. Вы меня сломали, я их сегодня куплю. Окей. Только ссылку мне скиньте, а то я сейчас закончу стрим и забуду. Как у рыбки памяти, да, на 4 минуты. Можешь посоветовать накладные Bluetooth наушники? Да, Meizu, вот эти HD60, либо Amore, Mixsider, любые. Все, что у меня их было, мне понравилось. Думаешь, скоро выйдет Mi Band 5? Я не думаю. Я вообще не думаю, я тестирую. Та-да! Вот когда я тестирую, я думаю, а вперед я не... Конечно, не выйдут, потому что им нужно деньги зарабатывать. Sennheiser аж Sennheiser или Philips? Sennheiser. Ларкас, я хочу электро от Xiaomi. Не сомневаюсь, все хотят. У тебя есть обзор на моноколесо? На очки, которые на тебе. Да, на вот эти очки есть обзор на канале. Мне они очень понравились. Я их, видите, уже замучил просто вообще в хламантин. Они у меня уже такой печальный вид. Как будто я не инженер, а какая-то поберушка. Я, кстати, в них бегаю. Вы можете не поверить, но я бегаю все время в очках, чтобы мне не надували глаза. Это синдром Наринмара. Я когда-то жил на крайнем севере, в Наринмаре. И там был постоянный ветер. Я постоянно бегал в наушники. Наверное, люди думали, что я идиот, а по факту это для того, чтобы у меня башка потом не болела. Потому что если ты бежишь без наушников, глаза надувают агиги, если ты не местный, не дикий спортсмен. А в каких наушниках бегаешь, когда тепло? Ни в каких. Желательно в наушниках не бегать. Да ты просто лучший. Спасибо за крутые видосы, приятные стримы, Алексей. Удачи и здоровья. И вам огромное спасибо, что побывали на моем стриме. Пользы я его куплю весной. Молодец. Вы еще не покупали Meizu EP63? Нет, Алексей. Я, скрипя сердце, это дело купил. Model Party, если не хочешь самокат от Xiaomi, бери прошку. Его хвалят. Угу. Xbox 2 против QCY T5. T5. Только что сходил в Инстаграм. Думал, ты чуть помоложе. Извини, если обидел. Ну, Михаил, я не скрываю, что я древний. Та-да! Я пробовал, и осень классно. А сделай топ-10 накладные, пожалуйста. Потом. Привет, я опять здесь, стрим еще идет. Просто человек, мы решили 3 часа его провести, 3. Так что, кто хочет задонатить, у вас осталось 5 минут. Кто хочет поставить лайк или подписаться, 5 минут у вас осталось. Потом стрим будет, по-моему, там что-то он рендерится самим тьюбом, и он будет недоступен, но потом я его не удаляю. Так что, если кому-то охота в фоне услышать мою болтовню, пожалуйста. У тебя есть работа. Андрей, а как? Конечно, есть. Я 19 лет уже работаю на одной работе. 18-19, почти 19. Про микрофоны расскажу, у кого лучше. У наушников топ-10 есть на канале, у яблочников лучше. Обзор будет на QCY T1X? Не знаю, я не знаю, что это такое. Сделай о накладных. Саня, у меня несколько обзоров на накладные, как-нибудь сделаю топ. Писал только что, посоветую беспроводные наушники, недорогие, но нормальные. Halo GT2, либо Redmi AirDots. В прикрепленном комментарии есть ссылка на топ-10 наушников, которые я советую. Знаешь ли ты наушники GameBird BNP MXP? Нет. Привет, ты топ-обзорщик. Посоветуй смарт. iPhone X, iPhone 8, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 9. Либо Mi 9, либо iPhone X. Но iPhone X вы еще подустанете искать их. Что-то как-то совсем раскупили. Под конец стрима ты становишься более общительнее. Антон, в каком месте? Я, по-моему, не затыкался в 3 часа. Есть информация о Mi Smart Watch глобалке? Нет. И я не думаю, что скоро появится. Переслушивать записи 3 часа стрима — это подвиг. Да, Марат, кто-то слушает, и поверьте мне, слушают. А почему нет? Вы же спрашиваете интересные вопросы, а я стараюсь интересно отвечать. Хотя, наверное, не особо получается, но я надеюсь, что через годика-полтора стану профессиональным стримером. Как-то звучит очень странно, ну ладно. Саня, привет, какой саундбар ТВ посоветуешь? Никакой, Владимир, я не тестировал их, если честно. Ну, не честно, я их не тестировал. Xiaomi-шные вроде бы ничего, как мне пишут, но опять же это слухи фанатов. В основном-то на канале фанаты Xiaomi. T5 покупать или Honor Lite? Honor Lite, если есть деньги. Спасибо за стрим, очень полезно. Алекс, вам спасибо, что были здесь. Что думаешь о Mi Fold 4? Не думаю, не тестил.
Пока, уже неплохой стример. Спасибо, простой человек, просто человек. Только что сходил в Инстаграм, ну, ты чуть моложе, извини, если обидел Михаил, ты мне 2 раза или 10 или 15 раз напомнишь, что я древний. Новые только что недавние вышли, как AirDots у QCY. Окей, плохо. Владимир, что плохо? Я посоветую не брать саундбары, колонки за те же 10, деньги в 5 раз лучше. Согласен. Да мне кажется, все эти суперсистемы нужно брать, если у тебя отдельный, как бы частный дом. Максим, нет, я не из Москвы, я из Архангельской области. QCY T5 получается топ за свои деньги? Да, один из топов. Посоветуй какие-то проводные наушники для спорта, желательно недорогие. Любые проводные, хоть Rockspace за 800 рублей. Посмотрите, на канале их много. Сташа, кстати, может быть, сможешь стримы в виде аудио подкастов дублировать? Я тебя часто на прогулке слушаю. В чисто аудио формате было бы удобнее 3 часа потреблять. Лак, раз. Ну, я не такой проф. Если будет команда какая-то, я даже не понимаю, если честно, о чем ты говоришь. Я понимаю, что такое стрим, я понимаю, что такое подкаст. В моем понимании они как бы отдельно. Вот. До чего же нормальные обзоры делает? Я не знаю, про что вы, Юля, но это вы про возраст, наверное, что не пора пока в могилу. Но к колонкам ресивер надо. Да. Но зато один раз купите и все. Спина не болит 3 часа сидеть? Нет, Антон, а с чего у меня должна спина болеть? Потому что у меня сидушка специальная, это раз, а два удобные кресла Xiaomi. Ну, какой Xiaomi? Доболтался. Нет, у меня удобное кресло для компьютера от Ikea. И удобная мягкая штука под него. Плохо, что саундбар не в курсе. Ну, вот так. Спокойной ночи, всех с наступающим. И вам спокойной ночи, и вам с наступающим. FlyPod Slide или Silable? FlyPod Slide, если нужны басы с перекруткой Silable. Земляк, я тоже с Архангельска, Котлас. Ок. Стрим получается отлично, особенно нравится, когда ты уважительно к слушателям относишься. Марат, я вообще не понимаю людей, которые смотрят тех, кто ведет себя как хамло. Вот. И как этим хамам потом лица не вскрывают, я тоже не понимаю. Я, наверное, старый для этого всего, чтобы понимать. Спасибо за добрые слова, Марат. У Xiaomi есть нормальные накладные наушники. Дарья, они красивые, но звучат они не очень. Поэтому я на них не делаю обзоры. High Future или High Future? Я не знаю, в чем прикол, Евгений. Я имею в виду отдельно аудиодорожку со стрима загрузить, например, в Telegram, чтобы на прогулке не видео смотреть, а только аудио в наушниках слушать. А зачем? Ну ладно, я подумаю над этим, Ларкас. Вообще это любой может сделать. Но мне кажется, это довольно странный контент, чтобы... Не знаю. Спасибо за идею. Привет, купил 11-го Tronsmart Spunky Beats. Поздравляю. Накладные наушники лучше от тех брать, кто наушниками занимается, а не телефонами. Да, наверное. Скорее всего, да. А язык не болит 3 часа в одном месте сидеть и очень... Почему не читаешь мои сообщения? Потому что... потому что у меня опять интересные сообщения стоят. Вы уж простите. Я вот ставил все сообщения. Меня все время ругают за это. Кто-то вроде говорил, что ты как-то не так делаешь обзор. Очень многие говорят, что я не так делаю обзоры, Юля. Это система Ниппель. Дарья, пожалуйста. Вот. Это из разряда того, что люди делают обзоры на смарт-часы, которые для спорта, а сами сидят в кресле и подбородок могут положить на пузико. Или народ делает на наушники обзоры, смотрят их тысячи, потому что их рекомендуют миллионники, они знают, что такое CVC. Ну, тюб на то и есть тюб. Wiser A15 слушал, и как тебе их беспроводные? Анюта нет. В Wiser очень много брака. Варвар, хорошая идея прислушаться про аудиодорожку в Telegram. Окей, я подумаю. А есть топ-уши до 2500. Спасибо за видосы стрима, очень информативно. Да, есть топ-10 на канале до 20 баксов и топ-10 последних наушников. В прикрепленном комментарии можете посмотреть. Там есть и до 20 баксов тоже. Наткнулась на супер автономные наушники HBQ Q60. Сделаешь обзор? Камила, не нравятся они мне, они убого выглядят. Я не знаю, как можно делать на что-то, что тебе не нравится обзор. Может быть, вот вы уже, наверное, 20-й человек, кто спрашивает, но вы морально готовы, что я их обругаю, скорее всего. Я прям вижу, что в них не так, даже не получив их.
Где звук лучше, Halo GT1 или GT2? GT2 норм, не хуже. На стриме основная информация в аудио, картинка не такая важная. Аудио для Telegram очень удобно. Кроме того, можно не только со стримов делать, но и просто, чтобы по ходу записывать. Ларкас на ходу у меня точно времени нет, но стримы норм идея. Спасибо. Я готова, хоть какой-то обзор будет на YouTube. Хорошо. Санки бит или Т5? Т5. Есть ли возможность на Алиэкспрессе купить бокс от Redmi AirDots? Нет. По-моему, нет. Стас, здорово. Что скажешь по поводу Tron T6? А у меня есть обзор дядя Роман. В принципе, неплохая колонка. Кто не подписан, не забываем подписываться. Долгие здесь только стримы, обзоры очень быстрые. И к чему это? К тому, что не забываем еще прожать лайк. Уже идет у нас 3 часа 3 минуты. Та-да! Model Party YouTube премиум не пробовала, что там отдельно будет аудио слушать. Да, можно будет отдельно аудио слушать на YouTube премиум. А я в MacBook Air взял побаловаться уже. Понятно. Но это дорого. Как вам наушники Outsom? Outsom мне фирма не понравилась. У меня, по-моему, был один обзор. Прости, я только сейчас пришел. Что лучше до 20 баксов? Redmi AirDots Halo GT2. Я скоро татуировку себе на руке сделаю. Потом буду сводить и новые наушники писать. Либо Funkel W1. Во. При беге как держится? Есть ощущение, что вываливаются или сидят? Хорошо. Я не понял, что такое Saleable. Saleable норм. Это затычки. Если вы выберете себе затычки, то подберете амбушюры и будет норм. 2005. Вкладыши TIS AX сильно по размеру от AirPods отличаются. В маленькие уши подойдут. Пожилой колдун, вы можете посмотреть стримы, обзор. У меня там есть сравнение как раз по размеру. По вкладу, когда вы, в общем, засовываете их, они вылетать, скорее всего, не будет. Осуждаю, ты не старый. Спасибо. Привет, скажи, пожалуйста, что лучше? Honor AM61 или Saleable S101? Мне Saleable S101. Люблю, когда перекручены басы. i90 тысяч или Xiaomi AirDots? Хочется дешевые вкладыши, поэтому смотрю на реплику Apple. Ой, ну возьмите вы эту реплику. Дельфинчик. Не первый раз же уже спрашиваешь. Карен, Meizu Pop 2 норм, но не хватает громкости, но вы девушка, девушкам обычно хватает. Моей супруге хватало. Заказал себя вчера Halo GT2. Думаю, не пожалеете. Funkel I или T5? Funkel I. Но если повезет. Сделай обзор на колонку Юлия Балух CGE Model S33. Я не знаю, что это такое. Скиньте мне ссылку ВКонтакте. Очень много вопросов однотипных. Марат, ну скузи, для этого стрима есть, люди приходят, люди уходят, люди ставят лайки, кто пришел и кому полезно, и кому не полезно, и в принципе формат такой нравится, и нравится канал, у которого маленькие такие обзоры, не длинные. Та-да! Недавно приобрел Funkel W1, в принципе норм, или лучше Redmi AirDots? Да нет, они примерно одинаковые. На Pamu Slide Mini, скорее всего, обзор снимать не буду, даже учитывая, что Pamu купила краундфандинговая платформа от Xiaomi. А может и буду, не знаю. Я подумаю. Дорогие они слишком. Вот. Model Party, большое спасибо за совет. То есть при прослушивании с телефона я могу разблокировать телефон, и YouTube мне наушник вещать может. Да, в Larkas и кого угодно. Можете и обзоры так слушать. Самый ламповый обзорщик. Артемий это оскорбление или нет? Я честно не понимаю. В Страве есть? Гоу ссылку. Не знаю. Вообще 654 лайка, Стас. Какие именно наушники на этом столе самые лучшие? А здесь нет их. Ну, мне нравится Мифа O7, HD60, Funkel. Из дешевых или из дорогих? Есть топ-10 на канале в прикрепленном комменте, посмотрите. Xiaomi Redmi AirDots есть, в топ-10 есть, здесь на столе нет. Здесь и Halo GT2 нет. Я не помню, где они у меня дома. У меня коробка где-то есть, там наушников. Вот как раз был стрим наушников на 100 тысяч, я оттуда брал. Но я ее доставать не стал, достал только то, что в столе было. Да-да. Нет, это не оскорбление. Спасибо, Артем. Можешь посоветовать вкладыши за среднюю цену? Могу дешевые вкладыши Redmi AirDots Halo GT посоветовать. Вот. Если не нравится, то можете взять из нормально Honor iPod Slide на
Алиэкспрессе за 3000 рублей, за 2,5, а не за 7 в магазине. Они тоже норм. Funkle Eye или FlyPod Slide? Вот уже и спросили. FlyPod Slide. У них качество получше. Как звук в наушниках One More Stylish TVS? Влад, у меня был обзор, мне не понравились. Мое мнение плохие. Вот. Но это мое мнение. Так, редмики ведь не вкладыши, пожилой колдун, значит я завис. Есть топ-5 вкладышей на канале, Tisa AX самые дешевые. Ноут будет, обзор Redmi ноутбук 14 дюймов. Троян, вы не поверите, но я об этом думал сыну купить. Но я не знаю, 7 лет, 6 лет. Будет 7. Рано нет. Топ затычки за 50 баксов. Топ-10 на канале в прикрепленном комменте. Как звук на Redmi AirDots? Норм. Есть обзор, не один, кстати, на канале. Алекс, здорово. Вчера подписалась на твой канал. Спасибо за хороший контент. Андре Дюдхен. Спасибо тебе, что подписался. Стрим класса, Влад, спасибо. Хочется отметить, что твои обзоры хороши. Люди просто не могут принять такой тип, делать что-то другое. Это хорошо, плохо, наоборот, делать. Как крупные обзорщики, продолжай в том же духе. Нет, я не делаю наоборот. Я делаю, как мне, ну, как я думаю. Вы уж простите. HD тоже, вот мне кто-то писал, что их хейтили. Я не нашел их хейта. И есть два аудиофильских сайта, и американский я смотрел обзор, и русский. И оба написали, что норм, ну, как бы норм уша. Поэтому я считаю, что наоборот, как бы, ну, я просто солидарен с теми, кого я сам читаю и смотрю, наверное, так. А вы смотрите других. Model Party, счастливо. Есть ли у тебя какие-то наушники Салика, которые тебе сразу после распаковки с первого включения просто захотелось уничтожить? Это одни из тех аутсомы, потом вот эти вот. Но я на них сделаю обзоры, постараюсь не хейтерски даже. Привет, ты продаешь товары с обзоров? Nineplay, честно, ты будешь очень расстроен, но у меня нет на это времени. Вот. Но не факт, ну как бы в Питере, когда я нахожусь, я продаю, но не все. Хотя вместо учебников этот ноут отнести норм. Нет, Троян, ноутбук нельзя носить 6-летнему ребенку в школу. Какие есть стильные накладные уши с хорошим звуком? Meizu или Миксайдера с хорошим звуком? Миксайдера я советую. Сайкин, здорово. А сам в каких наушниках ходишь? Вот в этих сейчас. Я их протестировал и пока их юзаю. Смотрят на меня, правда, странно, потому что у меня зима, и я поверх шапки их слушаю. Но мне чихать. И бегала я сегодня в них. JBL TVS Tune 120. Крутые наушники. ARM, учитывая, что вы, наверное, 50-й человек, реклама у них просто топ. Скиньте мне ВКонтакте, я их куплю и расскажу. Но не факт, что это будет хорошо. Какие лучшие наушники до 19 баксов? Анастасия. Это Halo GT2 и Redmi AirDots. Где звук лучше? Halo GT1 или GT2? GT2. Не прогадал. Ты уже спрашивал. Шипение на Redmi AirDots очень раздражает. Меня, да. А кто-то его не слышит. Та-да. Влад, Type-C наушники вы проводные. Sabat E12 Ultra брать? Death Note, я вам не отвечу. Только можете себе ответить, брать что-то или нет. Какое у тебя настроение? Ну, у меня было 260 человек, которые меня смотрел онлайн. По-моему, даже 300. А сейчас 155. Настроение отличное, но в 2 раза хуже, чем было до. Не, шучу, нормальное настроение. Особенно если 7 сотен лайков прожмем. Будет очень приятно. Не знаю, сегодня добрый стрим, мало совсем дурачков, по-моему, всего 3 человека было за 3 часа, и это редкость. Я очень рад. Напоминаю, что на канале нет хейта, на канале нет мата, и мы стараемся друг другу помочь. Если я чем-то не помогу, опять же, я посылаю вас на какие-то свои обзоры, либо вы можете прийти в телегу. В телеге, еще раз повторяю, 2 человека у меня администраторы, 3. С одним я солидарен по некоторым вопросам, с 2 вообще нет. То есть вам советуют люди, которые думают не как я. Но это и хорошо, потому что чем больше людей, тем лучше, чем больше мнений. Так что так. Если брать проводные наушники, то под Sony, Samsung, JBL или Panasonic. Глеб, если брать такой, идите в магазин и слушайте все, и пока у вас уши не завянут, чтобы понять, чем вам будет удобно ходить. Захожу на видос про уши Meizu, думаю, как всегда, очередной обзорщик, которому проплатили. Но после твоего видоса купил очень убедительно и подробно рассказал. А Meizu никому не платит, по-моему, Amiga Play. Последний раз они платили одному нашему русскому обзорщику, потом Meizu
потухли, перестали ему платить, он их захейтил. И, по-моему, они никому не платят. Они мне даже бесплатно их не послали. Черт с ним бесплатно. Они мне даже скидки на них не дали. Я месяц у них выпрашивал скидку, писал: ай, у вас по-любому топовые уши. Они: нет, ты сделаешь хейтерский обзор. И как бы вот так. Я даже проводные хочу их EPN или как-то так 63 протестить. Даже пытался их уговорить, чтобы послать им обратно. Не, а покупать за полную стоимость я их не хочу. Евгений, спасибо. Видите, все секреты рассказываю. Будут розыгрыши на стриме. Назар, попробуйте прочитать описание, сделайте уважительный шаг ко всем и узнаете, когда у нас проходят обзоры. Посоветую проводные уши Xiaomi. Кстати, да, для тех, кто здесь 159 человек, OU7 я разыграю эти ушки внимательно. Кукусики 170 баксов стоят. 18 числа. Я не знаю, мне приятно будет разыграть их. И это не рекламная кампания, потому что они своих денег не стоят. Та-да! Вот, чтобы вы были в курсе. Ну, стоит 100 баксов, но не 170. 170 вообще просто за предел. Посоветую проводные уши Xiaomi. Не советую проводные уши Xiaomi. Есть много топовых брендов, не Xiaomi, которые делают отличные проводные наушники. Спасибо тебе за то, что нет на канале мата и рекламы. Артем, вам спасибо, что смотрите такой канал, потому что с матом, мне кажется, канал смотреть повеселее, когда трехэтажным вокруг всех кроют, и вы стоите перед этим вентилятором, откуда дерьмище летит, и вам кажется, что вы не в нем. А по факту нет. Негатив, он на всех распространяется. В жизни и так мата хватает, правда? Можно узнать условия? Да, можно прочитать описание. Сколько стоит сколько денег тратишь на покупку товаров? Вы можете посчитать. Пожилой колдуне нет времени на это. Это вот, знаете, раньше звучало это как понты, когда 20 тысяч подписчиков было. Сейчас у меня 117 тысяч подписчиков, и у меня реально нет денег на рекламу, заниматься рекламой, еще чем-то. Я иногда почту свою листаю, очумеваю от того, что мне предлагают. Как бы ответить у меня времени нет. Тут либо пилишь обзоры, те, кто хоть раз пытался сделать обзор, понимают примерно, что такое один человек, когда делает обзор. То есть нужно протестить, написать текст, интересный текст, озвучку, нарезать озвучку, видеоряд, чтобы вы не выключили, выгрузить. И, в общем, это много времени. И нереально это совмещать с рекламой. Ну, вообще никак. Посоветую ТВС наушники до 1500. Redmi AirDots Hello GT. Как принять участие? Ответил. Зачем ты постоянно говоришь «та-да»? Артемий, ну, это можно сказать, что это... Это можно сказать, что это... Может быть. Мне нравится так говорить. У всех же свои приколы. Скажи, как... Когда в следующий раз скидки купоны на Али? Завтра. Saleable сильно выпирают? Да. Посмотрите обзор. Bluetooth уши со шнуром до 30 баксов. Не забываем прожать лайк. Может быть, 7 сотен лайков наберем. Будет очень круто. Я буду вам безумно благодарен. Bluetooth наушники со шнурком до 30 баксов. Базеус. Можете посмотреть. Безус. Базеус. Безус, наверное. Назар. Серьезно? Назар, ну что же вы за хамло? Под конец пришли. Только сказал, что вроде бы адекватные люди. Это типа барабанный дроп. Скажи, пожалуйста, какой наушник купить? Redmi AirDots. Как тебе наушники Wiser TP1? Просто видел на распродаже, стоят 2500. No Name, у меня был обзор на них на канале, они мне понравились, но на них очень много брака. Вообще у Wiser'ов очень много брака, и у них просто безумно ужасный продавец по отзывам. То есть очень сложно у них что-то вернуть, договориться, еще что-то. Ну, проще говоря, человек продает, по-моему, он вообще один на Алишке продает Wiser'ы, и очень печально то, что мне пишут, что брак есть. Стоит ли брать спанки? Нео, по-моему, да. Самый качественный наушник какой? Sennheiser последний за 22 штуки. Какой фитнес-трекер стоит брать Mi Band 4 или Honor Band 5? Я бы Mi Band 4 взял. У меня есть сравнение Вашка на канале и стримы по этому поводу, и много всяких еще штуковин. В общем, проще Mi Band 4. Будешь покупать уши от Realme? Скорее всего, да, хотя денег жалко. Не покупайте Redmi AirDots, в них ужасные фоновые шумы. Пожилой колдун, вы можете почитать даже в комментариях у меня. Каждый второй их не слышит. Вот. Я лучше, конечно, Hello GT2 или GT1. Там нету никаких шумов. На одном конвейере притом производят, и это очень обидно. А может, вам брак ко мне попался. Но мне не брак, у меня есть хейтерский обзор на них, но меня убедили, что они своего стоят. Дешево и сердито проводные наушники посоветую. КЗ.
Терминатор. Какой телефон посоветуешь купить до 15 тысяч? Актуальный в 2020-м Redmi Note 8 Pro. У меня QCY T1, садится правый наушник, хочу что-то новое до 1,5. Какие посоветуешь с басами? Silo BLS-101. На Redmi AirDots шипение, когда играют в режиме ожидания или во время работы. У меня вообще, Дмитрий, по полной было. То чувство, когда у тебя Mi Band 4. Тебе интересны штуки по типу Raspberry Pi Arduino? Артем, я не знаю, что это. Пожилой колдун. Как так? Я все слышу. Может, у меня брак? Нет, может быть, у нас просто слух такой. Это не из разряда самобичевания. Самые дешевые, но качественные наушники. Hello GT2. Евгений, сразу и вам ответ. Пробовал Mi AirDots Pro 2, на новой прошивке стало гораздо лучше. Нет, не пробовал. Да, я их вроде и так не ругал. У меня шипение в режиме ожидания, с музыкой вроде не слышно. У меня тоже с музыкой не слышно было. Sennheiser SX300 Black. Вот эти наушники. Ага, по-моему, да. Почему все одинаковые вопросы задают? Просто Елисей. Дело в том, что люди приходят, люди уходят. Вот. Ясно, не Кулхацекер. Я не знаю, кто такой Кулхацекер, но суши я люблю. Пожалуйста. Я даже не гуглит. Не крутой хакер? Я не знаю, что это такое. Хакер. Секунду, я хотя бы погуглю, что это. Видите, я в принципе могу и гуглить, что вы спрашиваете. Микрокомпьютеры. Мне бы было интересно их потестить, но здесь хакерство вообще, мне кажется, ни при чем. Не забываем прожать лайк, кто пришел свеженький, новенький, кому нравится такой формат. Домашний, вот. АКГ Y100, супер, главное, недорого. Дешевле всяких Xiaomi или Meizu, если знаешь, где покупать. Blitzwolf, как наушники? 4 мне понравились. 5 ужасно, даже обзор на них не делал. Ryzen Live. В прикрепленном комментарии под этим стримом есть ссылка на топ-10 наушников, там все есть. И там дальше в этом топе есть еще в описании ссылки на обзоры. И вот здесь есть в неприкрепленном комментарии, а в описании к видео ссылки на обзоры на наушники, про которые я говорил. Дешевые. Дальше беспроводные наушники. Науши какие брать на Али? Сколько стоят? В прикрепленном комменте смотрим. Почему Blitzwolf 5 ужас? Почитайте отзывы. Глючат. Обрывы и т.д. и т.п. Привет, купил по твоему обзору TSI 4, доволен как слон. Рад, что не взял AirDots. Шум слышал у знакомых. Будет ли расширение рубрик в дальнейшем, типа обзоры товаров для хобби, инструменты и так далее. Исаак, если вы посмотрите на канал, недавно у меня был мультитул и вообще много всего на канале, не только наушники. Уже давно. Просто сейчас тема такая, вы на нее попали про уши. Какая фирма лучше Xiaomi, Samsung, Huawei, Apple? Для меня, если честно, Apple, Huawei, Xiaomi и там еще много перед Samsung. Сколько твои накладные Meizu стоят? 79 баксов. Пытался 2 месяца выторговать скидку, не дали. Если что, я извиняюсь, я привыкла разговаривать на украинском, не очень знаю писать по-русски. Юля, ничего страшного. Я все понимаю. Главное, вы не на украинском пишете. Шум в AirDots Pro есть Mi Max 2, Redmi Note 7, Mi 8 Lite, Mi 9 Lite. Шума нет. Если есть шум, значит нужен новый смарт. Идеальное решение. Huawei T8, полгода супер. Окей. GT1 или GT2? 2 Ри. Кстати, по уведомлениям YouTube непонятно бывает. Видео выложил или стрим начался. Так и пропускаю стримы. Марат, 18:00. Каждое воскресенье. И мы здесь встречаемся. Ну, подписчики в курсе. У всех беспроводных есть рассинхрон между ушами. Нет, Тимур, есть беспроводные, вот, допустим, OU7, которые своих денег не стоят, но это яркий пример. И дешевые, кстати, такие наушники есть, просто сразу не вспомню. Они каждый по отдельности подключаются к смарту, помимо того, что они между собой соединены, если на пальцах. Так, причем, хотя от темы я уже улетел на несколько галактик, это один из языков, использующих для взлома. Можешь не отвечать. Я не буду, но прочитать-то я прочитаю. Сколько лет твоему каналу? Артем, 2 года я делаю обзор. Как твои дела с QCY T5? Я потерял бокс с наушником. Все ТВС наушники подключаются к телефону сразу после извлечения из кейса или нет? Не все, большинство.
Андрей и остальные, не забываем прожать лайки. Может быть, 7 сотен будет. Сегодня воскресенье, да, просто Елисей. И следующее воскресенье, это 12, я буду на работе, но я постараюсь сделать стрим. Да, победитель всегда рандомно, стримы. Саша, если не секрет, по статистике в странах, откуда у тебя подписчики? Не секрет, у меня открытая статистика. У меня из России только 48% подписчиков. 30 где-то Украина. Ну, такие. Россия прикрепленном комментарии. Видос посмотрите. Победитель работаешь. 30 часов с лишним. Можешь подарить наушники? Нет. Привет, купил себе Onux Neo темные с нормальной ценой и насыщенным басом. Советую. Вам повезло. Дальше станет печально. Логично. Пишем. Не забываем лайк, еще 9 лайков, и у нас будет 7 сотен лайков за сегодняшний стрим. Это очень круто. Для меня прям нереально круто. Раньше не смотрел твои стримы, но теперь буду смотреть каждый. Очень интересно. Сергей, спасибо. Но я считаю, больше это как поболтать. Лагает стрим. Я заметил. Заказал антилопы, все из-за тебя. Зная. Отличные обзоры. Спасибо. Какие из топовых часов посоветуешь? Стратосы 3. Этот стрим лагал, понятия не имею, в чем была проблема, но я еще досижу. Дизлайк, Аква, дизлайков аж 22 штуки. Можете поставить и дизлайк, если вам это не нравится, буду знать. Где лайк ставить? Под стримом. У меня тоже лагает стрим. Ну, значит, что-то где-то помирает. Что-то где-то не так. Wiser TP1 или Wiser T2? T2 не тестировал. Wiser, еще раз, ноунейм, очень часто появляются с багами. Ну, не с багами, а с браком. Что за трансформеры лежат на столе? Покажи. Есть топ-9 игрушек Xiaomi на канале. Вот это одни из них. Посмотрите. OU7 хороший звук? Да. 7 сотен лайков. Спасибо большое. Блин, шел посмотреть один видосик, уже час сижу. Артем, ну, они быстрые. Что такого? Разрешил дизлайк, и я лайк поставил. А что значит разрешил? Вы можете ставить, что хотите. Главное, мата нет, чтобы. Стрим работает обычно, перезагрузите роутер. Отлично, спасибо. Да я думаю, уже все, нам нужно заканчивать, потому что 3 часа 25 минут уже идет стрим. Огромное вам спасибо за то, что побывали на нем. Надеюсь, вы придете 12 числа. 18 числа я напоминаю, что вот эти наушники за 170 баксов в идеальном состоянии я разыграю. Не советую их покупать, потому что слишком дорого, ну, гипердорого. И спасибо, что были сегодня на стриме, было все очень круто. Нет, хейтеров у меня достаточно Amiga Play, поэтому ничего удивительного. Что я раньше узнал, да, Польза.ком раньше назывался, но меня достали просто ассоциациями, поэтому я переименовался так. И старички знают, что нет это сеть, а не Польза.нет. Но для кого-то Польза.нет. Особенно для тех, кто что-то хвалит, а я ругаю, допустим. Или кто-то ругает что-то, а я хвалю. Всем спасибо, всем удачи. Наверное, надо заканчивать. Алекс, счастливо. Диана счастлива, Исаак счастлива, Трагер счастлива, Ильдар счастлива. Лобовс, Иван тоже удачи. И ноунейм тоже good luck. Amiga Play good luck. Пожилой колдун удачи. Аква счастлива, ноунейм счастлива. Все, что заказывать ВКонтакте, пишите. Тебе спасибо, стрим отличный. Дмитрий, удачи. Андрей, счастливо. И еще один Дмитрий, Манзана. Все, good luck. Артем тоже удачи и Данил. Базеус плохие.